da-da-da. Run dun dun, you got it, 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 da-da-da.
Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run dun dun, you got it, da da da. Run. И раз, два, три, семь. Всем здрасте, всем доброго вечера. Какого? Среды. Действительно, точно. Доброго вечера среды. Сегодня у нас Евротрак симулятор. Так, во-первых, проходите, Максим, пожалуйста. Это 18 стальных колес. Так, да, и нужно себя включить и поприветствоваться уже Так, все, вот. Все, еще раз всем привет. У нас уже, наверное, традиция такая складывается: 8 потоков, 2 Ютуба, ВКонтакте, Яндекс, Твич, Трова, Взад и, конечно же, Good Game. Вот, ребят, всем привет, кто ждал этот стрим, кто потихоньку начинает уже подходить на платформочках, кто на сайте, там еще висят, кто на сайте, стримкуб. Так, сейчас себя поближе сделаю. Джексон, да, привет. Привет на Ютубе. Хорошо, что пришел. И Максим, наверное, должен сейчас как-то все чаты себе вывести, чтобы смотреть там. Я еще ничего не открывал. Вот. Только начал. Потому что я вижу только ВКонтакте, Гамгунис, Твич и... У меня ВКонтакте Твич какой-то, Взад и Трово. Хотя не знаю, зачем Трово. Взад и вперед, да, так точно. Отдельный привет ребятам, тем, кто смотрит стрим уже в записи. Вот, и эксклюзивный шалом женщине. Я знаю, она пришла на меня посмотреть. Так. Мы-то пришли сюда попиздить. Ну, по крайней мере, я. Вот. Я не хочу, прямо максимально не хочу играть в эту игру, но меня заставил вот этот человек, я не знаю, с какой он стороны у меня, вот, под страхом схватить меня за ляжку и потрогать за всякое. Вот. Мне пришлось поставить 18 стальных колес, экстремальные дальнобойщики, потому что он не может ее запустить у себя на десятке. У меня по стечению обстоятельств я не хочу ставить десятку. Так, вроде так, звуки, все есть, да? Раз, два, три, 7. Угу. Вот, и вы видите отзеркаленно все, потому что игра не хотела захватываться нормально, она вверх ногами. И кое-кто не хотел это исправлять. Я боялся все сломать. Просто совсем все сломать боялся. Вот, у меня получилось ее только адекватно отразить вертикально, а горизонтально не выходит, не хочет она зеркаливаться. Стримил как-то эту игру, не зашла. Нет, то была другая. То Pedal to the Metal была, кажется, да, Максим? Да. Вот.
И Педаль за медаль. И как? медаль за педаль. Вот, и что у нас получается-то? По таким играм пройдемся, наверное. Вот как раз Pedal to the Metal был. Дальнобойщики были вторые. Вот сейчас экстремальных вот этих дальнобойщиков 17 хил пощупаем чуть-чуть. Ну, я не хочу играть, я говорю, я так покатаюсь, но в большей степени буду разглагольствовать обо всяком. А? Бла. Да. Вот, и дальше что у нас еще там может быть? По-моему, Евротрак симулятор еще должен где-то там на горизонте поблизости. Сверху мы у Максима, у меня мы снизу. Я не знаю, правда, что будет в правом нижнем углу, потому что... Кто? Потому что там Максим у меня. Где? На лице социалки. Замедлить. Вторая часть. Ну, наверное. Я не знаю, их там куча частей вот этого 18 стальных колес. И у меня, по-моему, даже диск лежит там какого-то 2000 года, наверное. Вот какой-то хард-трак, по-моему, да. 18 стальных колес. Вот, на диске было написано. Вот, да, и Евротрак симулятор, и, наверное, по-моему, больше ничего из этого не будем, да, такого грузоподъемного. Ну, единственное, SnowRunner, там, может, Максим будет постримливать. Так, я еще максимально футболку старался подобрать под цвет резиночки, любезно оставленной любимой женщиной. И... Опять ты под цвет резинки под цвет резиночки, да. И вроде все нормально. Вроде зашпилился. Все хорошо. Так, стрим идет везде. Я вроде все проверил. Ну давай уже запускаться, что ли. Посмотрим. Выберите вашу работу. Описание работы: зараженный снег. Чем? Ну, написано: груз, зараженный снег. После Маккензи. Пункт назначения: чувак свал. Что? Чумак? Как? Что? Длина пути 61... Генс Йиннержрез. Это нормально. Надо подстрадывать. Да, зараженный снег. 206 очков. А можно как-то... вот, смотри, карта путешествий. Зимняя дорога до ГГД. Дорога Тук-Стояк, Монтана. Дорога Юнгас, Бангладеш и австралийская любимка. Сделали нам гудлайк. Да? Игра, да, я говорил, что у нас отзеркаливано все вообще совсем невероятно. Так. Кто не захотел исправлять это все? Не захотел, я боялся все. Это кое-кто, это не я. Это ты. Это ты вообще заставил меня играть в эту игру. Да, ну давай начнем с первой. Я тебе уже полгода говорю, надо поиграть. Так, а чё она не нажимается? Кто? Подожди, все сломалось, что ли? Проверял то, что игра работает. Играть. Вот, все. Так, вот, все, в путь. Так, ранг, карта путешествия, инвак, тук-ту, стояк. Что, куда? Короче, давай. Полетели. Посмотрим. О, у тебя это, как его, забыл, как называется. Что? Это как КамАЗ. Какой КамАЗ? Это КамАЗ? КДМ у тебя, КДМ, вот. Это КДМ? Ну, вообще нет, это ж Америка. А он чистит что-то, наверное. Не знаю, у тебя же задание зараженный снег. Ты у меня спидометры перекрываешь и поворотники. Я не знаю, насколько. Так, а коровка... Ты все время неправильно ставишь камеры. Все время что-то перекрывает. Но он чистит вроде или не чистит? Подожди. Я что, чистить? Тут чистая, блин, дорога. Тут на велосипеде можно проехать. Так, подожди, а если я туда поеду? Тебе надо куда ехать?
Я не знаю, я не понимаю вообще, а где карта? Ты зачем за дорогу выехал? Все, я нашел карту, только я не пойму, куда мне. Так, а можно как-то... Вот, данные о работе, подожди. Для доступа к этому экрану быстро нажми F1, находясь в самой игре. Шоссейный червь. А, вот. Мне вот в Инувик какой-то надо. Ну, короче, все время прямо и не ошибешься. Да. Колян, здорово. Паша. Здорово, здорово. А, привет, Паша и Макс. Я опять заболел, но у меня завтра счастливый день. Я уже точно 100%. Мама снимает с карты деньги, плюс я свои добавляю. И после школы в пятницу, 8 апреля, иду на концерт Любэ. Нихуя-то. А... Здорово, дорогой. А они еще живые? Походу. Я думал, нет. Зашел к вам на 9 минут, так как завтра вставать рано. Ну, Вот так вот. ну хоть так, да? Нет, отзеркалить нельзя. Икру она не отзеркаливается. Ее можно озеркалить, просто кто-то не хочет это делать. Я не буду это делать. Потому что я боюсь вообще все сломать нахрен. Кстати, а что с донейшеном? Я вижу у себя в окне донат, но почему-то он не озвучился. В чем, собственно, дело? Заходите, пожалуйста. Там даже я услышал. Водятел 420 рублей. А евротрак? Трак? Спрашивает. Да, сейчас музыка. Надо ее как-то укоротить, по-моему, слишком. ВВС отзеркалить? Да, можно отзеркалить. Я даже рассказал, как это сделать. Привет. Ну, водятел это, наверное, скорее всего я, блядь. Потому что, судя по моему вождению. Спасибо за 420. Спасибо за поддержку, в том числе и такую. Евротрак, дойдем, да? Максим, дойдем уже до Евротрака. Следующий Евротрак, второй. Ну, это ты будешь играть, я надеюсь. Ты? А почему я? А почему я? Потому что я играл в дальнобойщиков и в этот... Ты же начал, ты должен закончить. Да. Действительно. Школьная музыка, говорят. Джексон. Да. Мне самому понравилось, поэтому я ее поставил. Донаты до 500 от 350, по-моему. Зато я-то как офигел, когда стримил. Да. Как ему там Блин, откуда-то музыка заиграла. Еще не заканчивается и не заканчивается. Еще я не вижу количество топлива. Куда ты не видишь? Тут, короче, на компасе точка. Какой компас? Ну, там, наверное, он за моим ебалом прекрасным. Ты опять свой ебал туда поставил. Еще мою ебал туда. Туда не надо поставил. Читай комментарий лучше. Тогда дайте поругать-то и... Они распались, но редко собираются. Сейчас собрались по юбилею Николая Растрагуева. Жаль, что там не будет мощных песен, а чисто лирика. Всегда мечтал побывать хоть один раз на концерте жизни. Ого. Вкусы какие. Не, ну любые, какое-то время-то они были типа такие культовые, да, типа эстрада такая. Вот российская, вот эта советская, не знаю в каком году они там туда-сюда шились. Вот я помню, что-то у них там это он же пел там про комбаты что-то. Да. Как кстати, он не прятался там намного забавнее смотреть на вас двоих, когда с вебкой. Ну вот так вот, скорее всего, и будет дальше, если... Если Паша не будет опять лень исправлять.
Нет, я имею в виду, если игры будут запускаться в окне нормально. Я вон, глиномец же Ну в вот, полном экране стримил, притом твоя вебка была, а я ее даже не видел. не все игры позволяют. Вот, например, Сан Андрес, когда позавчера стрим был, там все как Максим зависал совсем. Я что-то копался сзади компа, камеру тронул, точнее провод от него. Поэтому, наверное. Или он это сволочь перегревается. Пока едем, значит топливо и есть. Да-да-да. Ой. А как создать? Спасибо. А как вперед? Спасибо. Я научился. Так, а я вовремя вообще, интересно? Да стой! Да подожди. Да можно? Так, чтобы... Зачем проехал? Жми следующую кнопку, чтобы подтвердить доставку. Ты как? Жми следующую кнопку. Вот. Дов нажми, дов. Дов. Урон 6% урония. Продолжить. Обогащенного урония причем. Почему бы... Да. Теперь вы стали водила. Благодаря вашей упорной работе вы стали уважаемым среди своих коллег. Мне надо клетчатую рубашку, вот эту вот, в которой я на дальнобойщиках был там стрим такой. О, смотри! О. Вы пока не доставили данный груз. Пока только на одной штуке кататься можно. Так, ну, взять работу. Вы даже игру видите нормально. Надеюсь, Паша также видит, но, к сожалению, нет. Нет, я вижу нормально игру. В стриме она супер отзеркалена просто. Смотрю, что там в ВК. Что мне не нравится. Нормально ВК. Нормально идет. Что-то мне не нравится. Я хочу Максима заставить этого горячего финского автомеханика заставить. Постримить этот My Summer Car. Не, сам стрим. Я нет. Я тем более не Там хочу. самогон можно настаивать, а ты можешь... Спасибо, я и без игры это могу сделать. Вот. Нормальненько. Так, бензовоз, смотри. Груз, очистная вода, старт в Урмлингер и на баржу надо. Ну тут вроде недалеко. Строительные материалы в Урмлингер, короче. Тут что выбрать можно, смотри. Смотри, на Сергееме пишут. Алексей Малыгин, здорово, как сам? Привет, что за игра? Привет, нормально у нас вроде 18 стальных колес. Да. Музыка класс. Долго будешь играть? Удачи стрим тебе. Спасибо. Макс, здорово, как сам? Нормально. Давай музыку. Макс, где Живус? Какой Живус? Живус. Как будто само изображение нормально, так написано по-другому. Ну да, наверное. Я не знаю. Вам понадобится дозаправиться в пути, хорошо. Так, можно карту включить? Играть я не знаю, ну сколько, играть я буду, говорю, максимально мало. Я пришел попиздить, я не хочу играть в эти 18 стальных членов колес. Ладно, удачи, я спать, дай бог, чтобы билеты не раскупили, так как хотел побывать на ихнем концерте в 2009 году. Мне было-то 9 лет. Потом у них вышел новый альбом в 2015.
За тебя, Родина мать. И О. кулаки такие, с пальцем вверх. Спасибо, что зашел, Колян, спасибо, дорогой. Если что, там еще запись будет завтра доступна по этой же ссылке. Еще 3 записи доступны по ссылкам. Можно посмотреть в новостях в предыдущих стримах. В воскресенье, скорее всего, будет Dragon Age, если я не сдохну до воскресенья. Вот. Так что приходи, дорогой. Спасибо. Нажми Е, чтобы... нажми, удерживай следующую кнопку, чтобы наполнить... Банзабак? Бензабак. Банзабак? Банзай. Банзабак. Все. Теперь можно ехать. Не, было бы забавно, если бы я ее также видел. Не, игра запускается нормально, она просто OBS-ом захватывается по-дебильному. Вот, ну, по крайней мере, и в полноэкранном режиме, и в оконном режиме. Дрыганыжд. Дрыганыжд. Драконья кость. Драконья кость у нас будет. Банзай-бак. Для меня уже объезжают люди здесь. Ой, а чё так? А куда так? А почему? А за что? Это не я. Не зря ж называется Extreme Poop, или как там сейчас. Стримпуп. А где можно почитать, что как называется игра? Что это за игра? Во что мы играем? Extreme Truck. Рукер. Что? Я потонул почти и больше не еду никуда. Совсем. Что произошло-то? А Ты может? провалился. Все. Все. Дальше поехал нормально. Можно передачу-то скинуть хоть как-то? Я понял, короче, нужно... Как можно? Нужно объезжать вот это вот все, да? Удивительно. О, смотри, там ветролет. А можно на ветролете? Как-то. Куда-то. Куда-то? Куда-то. Блин, я водитель. Ты водятел. Водятель. Во что ты меня заставил играть? Я не хочу. Я сейчас встану здесь и буду говорить. Вот ты будешь говорить. Всякое. Ты ж не Ленин доставать на говнячок. Почему нет? Вполне себе Ульянов Ленин. Ты не помнишь, как ты делал фотожабу? Рестримы в массы? Я помню, делал тебя это. Так. Как его? Блядь. Я не туда поехал. По помощникам Гитлера я тебя делал. Посмотри в эти, как его... Куда? В группе ВКонтакте есть этот альбом с фотожабами. Там есть этот, я на броневичке там или где, с флагом сергеймовским. И стримы в массы, товарищи. Это вот Не всё. было такого. Я отрицаю свое причастие к этому. Зачем тут вообще ехать-то, раз тут опасно? Вот так вот. Вот так вот, да. Что Паша страдал. Надо пострадывать, по всей видимости. Ошиблись, да. Маленечко. Доехал, нет? Я на нифига. Вижу, как ты промахнулся. Я на другой конец карты, в другое туда, короче. А можно выехать-то как-то? Ну как-то можно. Зачем ты через забор поехал? Километр на 500. Ну бывает. Блин, вообще как... Так, я сейчас зауроню всю машину. Ведь оно... Сука. Короче, проще заново начать. Ну ты молодец. Да. Я умничка прям. Едь напрямую, вот, да, надо было ехать. По снегам. Ой, а это... это не это. А вот это... это. Да, вот.
Зато я нашел, как этот фонарь зажигать. Включать лампочку. Ну, Ну, за лампочку. Можно в какой-то туда проехать как-нибудь. Так, подожди, дай мне большую карту. Мне ж не налево надо, мне ж направо надо. А где вообще показатели бензоля? Это что-то... А мне же заправиться... Ладно, доедем. Там вроде дальше заправка где-то была. Найдем. Посмотрим. А как тормозить? тормозом. Так я не знаю, на какую кнопку мыши это делается. Мыши? Или нет. Или не... мышью что-то делается? Да Я понять. я все Я сломал. не имею. Выпьем за то, чтобы лампочка всегда работала. За лампочку, да. Так а почему резину поменять не можно было? Какую-нибудь зимнюю. По льду-то кататься такое себе удовольствие. Действительно, прям какие-то супер экстремальные набойщики получаются. А какого года игра, Максим? Какого-то. Какого-то 2002, судя по всему. Да не. Или первого. 8, 9, Потому 10, 14. Потому что модельки смотрятся как-то вообще супер всрато. Можно как-то туда. Я вроде правильно еду. На этот раз. Сейчас посмотрим. Там, короче, еще какие-то обходные пути есть. Что, мне кажется, наверное, на заправку надо доехать. Потому что, наверное, просто так я не въеду. Там придется тогда вообще какой-то супер круг давать. Зачем тормозить? Тормоза для новичков, а мы профессионалы. Едем как везет, да? Именно так. Езжай вправо. Я вправо говорю. Прямо. Единственный правильный путь. В гору, да. Единственно верное прохождение в целом. Как и любое другое. На наших каналах. Единственно верное, единственно правильное. Именно так и нужно проходить игры. Трахтит так прям вообще. А где... слушай, тут же музыка. А что будет, если я включу музыки не маленечко? Прямо вот очень маленечко. Какая музыка? Гамгунис в Телеграме, да. В Телеграм можно, да, подписаться, ссылочку под плеером есть. Так, звук, ёп. Музыка. Громкость музыки. Но она не работает. Прикинь. Я включил музыку, но она не работает. А? Почему? Да я не знаю. Ладно, пока оставим вот так вот. И может быть
После перезапуска там миссии какой-нибудь она заработает? После переустановки игры. Блин, ну а то, типа, это не очень слушать одно тарахтение. Как-то так. Можно назад? Назад. А можно нормально? Я застрял. Вызывает трактор. А тут, по-моему, только рестарт можно вызвать. Может, не заиграл еще просто. Может. А Паша уже решил, что не работает. Я застрял. Бери лопату. Не-не-не, погоди, он сейчас это выйдет. Потихоньку едет же, едет. Сейчас я еще влево-вправо помашу. Еще слышно, как лед трещит. Чувак, как будто ты не слышишь. Я не слышу. А может и слышу. Давай, выбирайся уже. Пока тут. Давай, ебёныч. Выползай! Ну почти. Потихонечку. Так, а в стриме видно... Что, я просто сейчас экран себе побольше сделал, чтобы посмотреть, как это все там у вас. Лед трещит так, как будто чипсы кто-то трескает. Это Максим, наверное, там. У меня нет чипсов. Или ты Коляна колянишь? Он трещит. У меня шумодав стоит. Вот как Коляна. Он едет или не едет? А, не, вроде скатывается потихоньку. А, во! Надо было просто еще пережать, чтобы он нормально поехал. Я рукожоп. Ну это мы в курсе. Да. Я надеюсь, сегодня ничего не сломается в этой игре. Вот там Сан-Андрес, по-моему, не ломался никогда, а позавчера сломался. Пару раз. Что ты там сломал? В Сан-Андресе парашют и самолет. Какой самолет? Который не должен взрываться. Он должен был взорваться. Вот, но он взорвался по итогу. Так, а мне влево или вправо? Так, мне вообще прямо. Хорошо. Не езжать через деревья. Я боюсь, я не проеду там. Ну, ты можешь попытаться. Веселая поездка, да, вот да. Веселые поездки на Гамгунис. Тара-тара-та-та. Оу. И это вот что. Ага, туда-сюда. Туда-сюда. Так, надо что-то выпить. Тут поворачивать. Лампочку включи. А на куда? Подожди, сейчас. На какой-то телецентр. Включил. Она мне мешает рулить. Именно лампочка и мешает, да. Может, нормально будешь ехать? О, давай еще полчаса будем выбирать. Да, еще будем полчаса. Что такое сектор приз маленький? Обзор, в смысле. Во нахуй. Чё? Чего нахуй? Какой сектор принес? В Останкино едем к Ебубовичу. А где телецентр? Подожди, где вы его узрели?
Там это Ебубович должен. Я имею в виду про этот, как его? Свет, радиус обзора полетов. Ну, вот это, всего света. Ага. Музыки из дальнобойщиков не хватает. Там далеко-далеко есть земля. Она есть в группе ВКонтакте, я к посту стриме я прикрепил это. Високосный год это. Сейчас время закончится уже, кстати говоря. Сейчас главное, чтобы я в правильную сторону, в правильное туда поехал. А не надо вылетать с трассы. Блять, хоть помог бы кто, что ли? Вот тебе поможет, ты через метров 50 встанешь так же. Это боль просто. Я не буду больше никогда играть в такие игры. Вот даже если Евротрак Симулятор 2. Да, Всё. тут на время. Тут мой прекрасный еблет заполняет шкалу здоровья машины. Заполняет, закрывает. Шкалу здоровья машины и оставшееся время. Оно уже, кстати, на красненьком. А мне ехать еще 2 локтя по карте. Так, а можно камеру как? Слушай, а вообще камера как-то тут делается, нет? Ну, как-то делается. Не делается. Да делается. Да не делается. О, Делается. есть же настройки, вы там можно посмотреть управление. Газ, тормоз, поворот влево, во вправо, смотреть влево, во вправо, повысить, понизить передачу. А у меня, по-моему, авто. Ампад. Вести, заглушить, парковочный тормоз, торможение движком. Сцепить прицеп Т, как везде. Можно виды из кабины поставить, да, можно. Не знаю. Как когда найдет. Режим экрана I, что ли, или L, или что это I, наверное. Круиз-контроль. А, вот следующая камера. От 1 до 9. Внутренняя камера 2. Если... На I ничего не работает? А, вот. Что это на 1 и 2. 3, 4, 5, Во. 6, 7, 8, 9. Поехали, короче, так. Кататься. Как его? Я думаю, почему ты не с той стороны сидишь? Из руля. А руль там на тебе, наверное, зазеркален где-то. Так, а где тут топливо? Вопрос такой. О, а там же есть, наверное, радио или что-то такое. Ну, прикольно смотрится. Ну, нажми на R. Ты думаешь, это эта кнопка? Это дворники R. R, дворники. А, это не русская R, это P английская. Фары, сигнал N, H. Руль посередине, офигеть. Режим экрана, индикатор поворота. Нет, тут на кнопку R ничего нету. А, нет, на кнопку R есть... А, аудиоплеер, точно. Ну-ка. Надо было туда музыки закачать. Нет доступных песен. Так какого хрена? Почему в игре нет собственного саундтрека? Нажми на play. А? И ничего. И ничего нет. И ничего, и почему я внутри льда еду, или что это, или это мне кажется? Почему там что-то левитирует, дымка какая-то? И очень болезный. Кто там левитирует? Левиоса. А где карта? А, вижу, справа, слева у вас, наверное.
У меня у меня топливо, по-моему, туда-сюда уже. И время уже туда-сюда. Совсем. Заканчивается. А на магнитоле 88 чего-то написано. Так, подожди, а мне... Мне просто по дороге прямо ехать? Я не знаю. Ну, можешь срезать. Можешь прямо поехать. Я не знаю, куда мне девать себя. И там, и здесь, поэтому поеду тут. А! И как скоро ты застрянешь. Почти я уже это сделал. Время вообще на исходе, прям супер. А еще нужно попасть в эту точку. Ой, очень сложно. Да. А как это нет? В Евротрек симуляторе вообще радиостанции реально добавлены. В American Truck симуляторе также. А тут же Кадышева не играет из граммофона Даже Кадышева не играет. Да. Граммофона пластиничного. Совсем уже. Ой, вырулил. Как этот... Надеюсь, все заценили мой этот высший пилотаж в позавчерашнем Сан-Андресе. Тормози! Вон там заправка была. Работа выполнена. Даже 3 часа 54 минуты я ехал. Что, серьезно, что ли? Как это работает? Но зато Это 190 очко одно дали. Дальноебщик дрифтер он. Ну да. Как ж иначе-то? Прям вообще. Так, чё, посмотрим, что там дальше-то еще. Во, музыка началась, смотри. Надеюсь, Заиграла. надеюсь, ее там слышно вполне себе нормально. Я ничего. Я ж могу свою музыку пустить. Можешь, если ее слышно не будет. Тебе нет. Ну и хорошо. Ну там YouTube сейчас опять за всякое. Так, всё. Минут. Он мне мешать стал внезапно. Так, вы получили доступ к еще одной локации. Выберите, какую из локаций вы предпочитаете открыть. Какую локацию открывать будем? Ура! Тут все же есть музыка. Да. Люди рады, люди ликуют, все. Не знаю. Что она есть. И давай из снегов выезжать куда-нибудь. Есть Монтана, есть дорожный Вискас. О, давай в Индию нафиг. Бангладеш есть еще австралийская голубинка. Не, давай в Индию. В голубинку не поедем. Если ты знаешь, где Индия. И в Бангладеш. Там же написано. Где это? Бангладеш. У меня написано, знаешь что? Шедепнеб. Америка, открывай, говорит Джексон. Америка? Америка. Америку уже открыли, мы же вот по зимней дороге. Или это Канада была. Давай Монтану посмотрим. Там хоть потеплее. Наверное. Вы действительно хотите? Да. Так, выберите Монтану. Да. Отправиться. А почему он мне в зимний Вискас, в зимнюю дорогу не пускать? Опять, я же там еще не все выполнил. Смотри, разбитый грузовик, 239 очков. Из авария
из авария в Томпсон Фоллс. Отправление 17:10 из авария. Гаражи, разбитый грузовик. Старт аварии, ёб твою мать, блядь. Авария. А тут не будет снега, вроде как не должно уже. Ну, по идее, вроде вот написано солнечно, рассвет, Вот чётко тут виделось. лето, о, все. Снимай футболку, загорать будем. Сиськи показывать сейчас будет. Легкий ротик. Путь долгой дистанции. 220 очка до ожидающей водила. Так, откуда я начинаю? Ехать-то ехать. Блин, ну давай поедем. Там заправиться можно будет. Ну, по пути, да. Так. А как... вид с окна сделать? Вид с окна. А как зеркала? Тут что-то движения нет никакого. Ну, на F2 попробуй потыкай, на F1. А тут что-то говорю, вообще движения никакого, так что... Особо. Так что... надо карту включить. Почему карта постоянно убегает? Подожди, на какую... Я забыл... На какой клавиш карт? Так, и мне... Я явно не на фары. и мне... Тут таскать по дороге не должно. Тут нет. Но я могу потерять все равно вот это вот все. Ты не можешь, а сделаешь это. Сейчас куда-нибудь въеду. Вот, я вообще хотел посидеть, отдохнуть от этого. Попиздить. Приходится играть, блин. Очень такое себе. Может, не будешь по гора ездить? По гора? Я пытаюсь, я стараюсь, но мне игра пока еще ничего не сказала по этому поводу. Значит, я еще ничего не потерял, вроде бы. Давай проверим. Вот зеркала на F2. Можно ж вот так смотреть, потерял я что-то или не потерял. Пока что только голову. Давай. Ну все. Бля. Ты куда убежал? Сказал, ничего не потерял, и тут же потерял. Нормально. Ой, ладно. Пускай так. Тут таскать по дороге не... Мне кажется, по любой дороге будет в разные стороны ебашить. А что, блин, газ в палас нажал, едешь. Ну чё нет-то? Нет. Надо аккуратнее, просто внимательнее, аккуратней и шибко не быстро. Экспресс-доставка. Да. От дяди Ашота. Правда, я не исключаю такой возможности, что... Что ты Ашот? Ой-ой-ой, что я и сейчас не теряю. Вот это вот все, но не потерял. Нормально. Все, хорошо, я ж на эти бревна наехал. Так, надо сбавить скорость. А то сейчас уеду. Ебеня. Но не на коня.
Нормально. коня. На коня. Где ты коня нашел? Песня была такая. Пожалей коня. Нет, там это... Как там? Сяду на коня и куда-то... Еду в Ебеня. Ебеня, да, куда-то там. Это этот пневмосослон, по-моему. Так, а мне в какое лево? А, в это лево. Стой! Там еще про Машем хуями было. С алкогольной ямы. Всё. Там заспаунился грузовик внезапно сзади. Тебе надо было в Австралию въехать. В Австралию? Зачем? Да. Чтобы деревьев не было и чтобы пустыня одна была тут. Из пески. Чтобы мы увидели нормальную дорогу, а ты нет. Ну да. Почему я по правой стороне еду? А, ну все правильно. Ну, вот я тебе говорю, надо было в Австралию ехать. Чтобы ты на левой стороне ехал. А. Чтобы отзеркалено было нормально. Да. Так, а мне заправиться надо было? Подожди, а там будет еще заправка? Ну, в конце маршрута. В конце туннеля виден свет, и он надежды подает. Поворот. Но здесь-то я уебаться-то не должен ни обо что. И сейчас в дерево в какое-нибудь. Или с моста просто. Ой, автобус. Ты зачем от автобуса трогаешь? Ой. Я обгоняю. Не обгоняй. Почему? Нихуя ты обогнал. Я Там чувак с отряда, он там остался. Я по понятиям езжу. Еду. Сейчас доедем. Куда-нибудь. А ты сломаешь сломанный грузовик. Конечно, сломаю, почему, блин? По идее не должен, но это не точно. Да. Это точно не точно. Я могу всякое. Ты ты пшеничку запиваешь чаем? Я все вместе. Или чай пшеничкой? Зачем все вместе? Ну я вообще чай заварил, чтобы попить, а потом ты стрим начал. Ты мне не дал поспать. Да хватит спать, ты спал позавчера. Вот, да. Чуть-чуть. Я мало тоже сплю. Нормально. Ну ты мало спишь, я так должен, да. Да хули ты? Так, Ну, я, блин, только пожал, меня сон начало клонить. Я думал, сейчас пару минут посплю, и ты начал в Дискорде мне звонить. Еще в WhatsApp мне пишет: я встать не могу! С кровати. Я руку так протянул, нажал ответить, на микрофон-то у меня не подключен был. И ты там что-то орал, сидел, меня искал. Я тебе в WhatsApp и написал. Так, мне пока вроде прямо. Да, вроде прямо. Ой, Да. я по речке поехал. Почему-то. От чего-то. Чего-то? Грузовик с этими, со бревнами, со лесом. Помнишь Будет этот... пункт назначения? Да, художественный фильм «Пункт назначения», да, вспоминается. Тут же двойная сплошная, значит, обгонять нельзя. Ну правильно, мы на встречке первый раз не выехали.
Мы обогнали по внутренней полосе. Ну да, нормально. Нормально ж едем. Припарковались. Ну, просто тормозной путь далек, длинный был. Так, а можно я объеду вот это вот все? Ты уверен, что это хочешь сделать? Я почти Сейчас как нормально. тебе бревно в его прилетит, Там вот оно уже, по-моему, летит. но не тебе. Смотри, что делается-то. Подожди, а я Да я застряв. Назад давай. На, смотрите, что там происходит. Так, а как? Выйди из кабины. Я зацепился. Так, а можно как-то передачу, может, повысить? И все, да. Все. Груз доставлен. А, не-не-не, сейчас назад вытолкаю. Ну, вообще, по идее, должно это, наверное, зайти. Ну, потихоньку. Что там мне прислали? А, Жек, что-то. Видео какое-то. Блин, все забываю диалог с ним посмотреть. Что он там, ну, присылал всякого. Да не пищи, ты видишь, в астрал проваливаемся. Да-да-да. Сейчас потихонечку. Рывками. В разные стороны. Как он вообще об этот алюминиевый забор зацепился и застрял? Ты же знаешь, что за рулем сидит. Какие еще вопросы могут быть? Да это даже не алюминиевый, это просто тряпичный. Ебать, тебя наебет. По-моему, мы не двигаемся нисколько. Не Вот сейчас поехали. О, если б ты знал, Максим, как меня канаюбит. Куда тебя канаюбит? В данных реалиях. Ты не канаюбся. Заземлись. О, пошло, да, сейчас, все, поехали. До следующего забора. До следующего. Так а я чё, не заправлюсь, что ли, получается? Да доедем, наверное. Где вообще датчик топлива? А, во, еще есть, нормально. Вон там, видишь, а он полный или нет? Да, полный он почти. А он вообще работает? Ну-ка. Нет, я постучал по нему. Как ты по нему постучал? Пальчиком. Еще гвоздем поковырять. О, подожди, я приехал. Вот, молодец. Или нет? А куда? Не, я не туда приехал. Ты зачем на стоянку заехал? А, не, все правильно, сюда. Чё? Нажмите следующую кнопку. 22 мими. Максимум очков. Уроний. Всего 84 очка получить. Ой, ебать, тебя зауронило. Водитель от вот этого всего. Так. Так я, ну зато работа выполнена. Нормально ж ехал. Пару раз. Из лесосека. Лесосека. Из Лусосека в Ричард Крик. Где-то вообще близко.
Датчик топлива хороший, показывать, не показывать. Чтобы полон, не полон. Датчик Шрёдингера. Ой, блин, жутко. Ай, можно просто посидеть чуть-чуть, может быть, перекур сделать? Нельзя. Да давай перекур сделаем. Какой перекур? Ты еще на перекур не заслужил. Да час уже стрим идет, надо перекур делать. Почему бы и... Так, из груз чурбаны. Старт. Поехали. Старт Лосусек в Ричард Крик. Длина пути 9 метров. Да? Ну ладно, поехали после этого. Ну, может, миллиметр у него. 9 меньшек. Не меньше. И вот это вот все. Так, нужно включить какую-нибудь карту. Подожди, на какую кнопку карта? Я забыл уже все. Так, вот это карта. Видишь, там кран работает, лесопогрузочный. Вот, надо посмотреть еще в какую сторону поворачивать. Налево. Кажется, вроде бы. Да? Налево? Ну. 7 синс. Да, я помню. Не помнить надо, а делать. Так, сколько-то спасибо за 177. Человек уже, который стрим приходит, и 7 синс. Подожди, это точно... Блять, я смотрел и не туда поехал. Короче. Ну, мне нечего добавить. В смысле, не туда. Ты так можешь развернуться и туда поехать. По этой же дороге. Ну да. Так, я зачем-то фару включил. Так, да, спасибо за поддержку, в том числе таким способом. И я делаю. У меня сейчас уже после этого стрима 4 записи накопится. И до воскресенья я хочу их сделать, чтобы опубликовать. И если выживу еще, то начать хотя бы начать продолжение монтажа. Вот. И еще в воскресенье Драконью Кость постримить не мешало бы. А если я еще на этой неделе пострим, то вообще 5 записей будет. Да, вот лучше, наверное, пока не надо. Или 6. Почему 6? Ну, а ты с этим стримом посчитал? Ну, с этим 4. Давай 5, что ты вообще там. Да. Чтоб совсем. Блядь, а когда накидываться-то? Когда эти пиздострадашками заниматься? Ну все, блин. Начал работать, некогда этим заниматься. Все, арбайтунг. Ах, как херово то, что забор не пробился. И он вообще тряпочный, я не понимаю, почему он так не делает. Этих точно не покалечим? Это не точно. Мне кажется, я уже покалечил своей ездой. Так, а можно уши убрать вот эти, да? Спасибо. И я вообще хотел камеру поставить вот так вот. Спасибо. Да. Чё? В камеру туда. Какие ты уши убрал? Ну, вот эти вот. Куда ты камеру сделал? Уши, я имею в виду зеркала боковые и камеру в руль. От руля. Так, главное не вот это вот все. Ну я почти... Да, ты говоришь 9 метров всего-то. Сейчас не утонуть бы еще. И нормально тогда вообще. Интересно, сколько я урония поглотил от деревьев и от этого матерчатого забора. А тут, мне кажется, в реку вообще нельзя уехать, да? Там она забором вся обнесена. Ну, в принципе, вон там по камню можно прыгнуть.
ко мне. Блять, припарковался. Да как это работает? Сука. Сраная игра. А, не-не-не, выехать можно. Нормально. Ты там сейчас где-то должен увидеть это. Я это увидел, да. Как тормозить? А. Тормозить можно нормально. Это, знаешь, какой кнопкой? Кнопкой Б. Б это тормоз двигателем. Ну да. А вот, блин, Ну, все-то ты знаешь, а еще это. это я с Евротрах знаю. Так там и в этих, в дальнобойщиках, по-моему, плюс-минус такой. Не, Б, по-моему, в дальнобойщиках это ручник. Помню. Или не помню. О, в Телегруме, оказывается, можно эти комментировать. Эти самые. Чё там закомментировал? Я ничего не закомментировал. А почему ты ничего не закомментировал? Что там нужно комментировать? Можно, например, вот так вот сделать. Томпсон Фоллс. Упаковщица... А, упакованная пища. Из Томпсон Фаллс в Причард Крик. Отправление в 12:50 из города. Нужно 220 очей набрать, и потом можно будет в другую локацию, что ли? Путь средней дистанции. Упаковщица... Упакованная пища. Так, 19 метров. А где... вот, Томпсон Фаллс и в Прайс Блядь. А? Чё? Какой фаус? Томпсон Фаллс. Написано же желтым не по-русски. Поехали. Ну, поехали, я перекур вообще-то хотел сделать. Ну, новую хочешь? Поехали, говорит. И музыка он играет еще зато. Какая. Ну, вот, вообще хотел... Не хочу играть в это. Ну еще, ну еще как минимум часа 2 надо. Сам захотел играть. Я захотел. Да. Ты меня заставил. Ну, я тебя заставил, ты захотел. Грозился пощупать меня там за всякое. Потрогать. За разное. Да. Так, давайте перекур, наверное. Сделаем. Вот, потом, наверное, после 2 часа, может быть, стрима. Накину на витрулятор вопросов. Каких вопросов ты там собрался накидывать? Да не, один. Вопрос и один вопрос. Вопрос. Ну, пока один, а там посмотрим, как дальше. Все-таки, ну, я явно вот эту 5 часов я не буду сидеть с этой игрой здесь. Тебя же никто не заставляет. Наверное. Я так думаю. Так, ладно, через 3 минутки продолжим. Так. Туда-сюда.
Так, я тут. Кстати, говорят, тут Паша все хочет заставить меня в Ведьмака проходить. Я говорю, ну нафиг, пошли они нафиг. Тем более тот же floppy диск Blue, как компания называлась. А наших разрабов через хуя прокинули. Тех, кто глиномесы разрабатывал. Я даже жалею то, что Ведьмака купил. Ёбаный рот. А сюда? Ты там ходишь? Хожу тут. Так, ничего, мне кажется, надо музыку потише сделать. А чё ходишь? Я в стриме послушал, там, кажется... Я говорю, ой, там мутян зашел. Да, есть там, ходит. Да. Старый. Так. Ай, а мать. Не нужны билеты для нас. Света. Так. Так вот. Так, играть! Я говорю, это хер ты меня заставишь в Ведьмака играть. Надо. Не, нахрен. Тем более они этот CD Projekt наших разрабов опрокинули. Теперь ты будешь... Через хуй. Теперь ты будешь угнетать поляков? Да. Вместо древнегреческих евреев. Пошли нафиг, нацисты ебаные, блядь. И поэтому ты не стал проходить третьего Ведьмака в очередной раз? Не буду. Вот они опрокинули тех, кто глиномесы делал. Они должны были на новые сосноли Ну, вот этот... Ведьмака делать. Я ж... А, Ведьмака делать. Я думал, ты этого Сноураннера. Я ж тебе вчера говорил про этого... Соснову что-то там. Ну, а при чем тут поляки? Зачем Ведьмак на консолях нового поколения? PlayStation 5 не купить. Ее нету нигде. Ну нет, не есть. У тебя есть? Я знаю, где есть. Готов 70 тысяч. Охереть, блин. Да. Ну, на 10 тысяч дешевле без CD-привода. CD, DVD. А он нужен? Не знаю. Не, ну Мне и сосной не нужно. не, с учетом того, то, что PS Store из России, по-моему, сейчас недоступен, там купить ничего не можно. Ну, наверное, привод нужен. Нацисты ебаные, блядь. Японцы эти. То, кажется, да, нужно Исторический покупать с факт. приводом. Кого еще угнетнуть? Всех подряд. А чё, блин, кругом нацисты собрались? Совсем опидорили. Уехали! Сейчас поедем, подожди. Нам надо доставить
Тележку. Троте надо доставить, или это не то? Троте, блин. Трамал. Нам нужно упакованную пищу доставить. Груз упакованная пища. Желтый. Ролтон, что ли? Не исключено. У меня тут это через дорогу это Марвин Пафуд. Что? Пафуд, ну этот Ролтон. Марвин. Какой Марвин? Ну этот, тот, который самый. Я не знаю, кто это. Поехали, что ли? У меня через дорогу пекарня, где я роллы беру. Которых нет. Ну, на прошлых планах не было. Так, а мне... Ну, просто специализированных доставок, где именно с ушами роллами занимаются, они говно. Почему, сука, в пекарне они намного лучше, чем в этих ваших самых? Наших этих самых. Так, мне вроде прямо и направо, что ли? Что ли, да, наверное. А где у тебя тахометр? Ой, тахометр, говорит, тахограф. Где, какой? Ну, тахограф нужен. Зачем? 2022 на дворе все. А игра какого? Режим труда и до отдыха соблюдать. А игра-то какого? 2002? А нет, 12. Сейчас посмотрю. Что-то очень сомнительно. Extreme Trucker 2. О, чё, Яндекс этот, Википедию ёбнули, что ли? Че, не запускается, что ли? А, последний запрос, нахуй. Ну, Википедия. Вот это угнетнули. Так. Extreme Trucker 2, 11 год. она что-то, кажется, вообще не выглядит на 11 Вот год. ты же читал то, что между первой и второй частью разницы нет. А она в 9 году выходила. Ну, все равно, даже для 2009 это прям как не очень. В 2008 GTA 4 вышла, между прочим. Вот ты, блядь, сравнил, где Rockstar или кто разработчик у GTA. Тут этот Take-Two. Да, Take-Two, Rockstar и вместе, да. Связаны они как-то там неизвестными связями. И с АКС кто-то там. СКС. Ну, хотя это чехи, а чехи, они все-таки умеют делать игры. Посмотреть на ту же «Мафию» первую. Это чехи делали «Мафию» первую? Ну, чехи, да. Помню. Ну, я сейчас уточню это. Мафия Ну, 1. Вторая, по-моему... Ремастер, не надо мне ремастер. Вторая, по-моему, как раз это, Take-Two, по-моему, тоже, да? Там задействована была чем-то. Да, чехи. 2К Чех. Дочерняя компания издательства 2К Games. А, не точно. Тогда 2К. она называлась Illusions of Work. Иллюзия обмана. Ну, кстати, эта игра похожа на Мафию первую, я тебе скажу. Да? Вот это Графеном. 18 стальных колес? Графену похоже же. Ну, в целом, да. Только человеков нету. Вроде бы. Сейчас доедем куда-нибудь. Что ты там, вопрос какой-то хотел? Да попозже. Или сам себе ответил уже? Не-не-не, попозже. Так, а мне надо куда-то сворачивать или не в надо? Не, Вообще понятия не имею. вроде не в надо. Да я Не, что-то ладно. по карте посмотрел. Вроде не надо поехать. Вот, если ты едешь. Долго еду. 3 года уже еду.
Да ты только начал ехать. Нет, не только. Ой, Что там? ой, как Чё? ездят всякие. Ну, получше, чем ты. Боты катаются лучше, да. Есть такое дело. Так, а мне потом влево или вправо? По-моему, Понятия не имею. по-моему, вправо. Сейчас скоро выпадет, смотри, бревно. По-любому. А чё я везу-то вообще? Не знаю. Что-то везу. А, Да, упакованную Ролтон везешь. гречку. Не гречка, Ролтон. Там же упакованная еда. А гречка это все-таки крупа. Туда-сюда просто. Ты ему прицеп сломал, нахуй. Вот что ты сделал? Как теперь это объяснять? Так, как-нибудь. Надо выехать еще А, ты еще съебаться хочешь, да? с места преступления, в смысле аварии. Преступление, да. Во-во-во, нормально, выехали. Вроде бы. Или нет? Кажется, не очень. О, с рывком. О, все. Я уж думал, сейчас заново придется все начинать. Я забрал? Сейчас еще бревна с собой зацеплю на крышу. Что-то урония слишком много, по-моему, получилось. Так, подожди, а мне куда? Вправо. Да что случилось-то опять? О, Ведь застрял где-то. нормально, надо ехать. А по что он там зацепился-то, я не пойму. А хуй. Опа, мой. Разбрасываешь везде. Где карта? А, вот карта. Что едем? Че ты там Коляна коленишь? Полянем, да. Главное добраться. Главное доехать. Куда? Пункт назначения? Как это ни странно. Первый или второй? 74. А сколько, кстати, пунктов назначения? Все, 5, 6, 7, 9. Я 74? 4 знаю. Или их 5 Я не знаю, что там происходит, но я знаю 4 что-то. Есть такой. Блин, я не помню, какой последний смотрел. По-моему, где мост был. Рушился, по-моему. Или Я это, не смотрел. или это в отвратительном ремейке улицы Вязов, кошмар на улице Вязов был. Они там еще где-то в столовой сидели, тусили потом. Или не потом. Или до этого. Или я не помню. У меня, короче, у меня все в башке смешивается. Все фильмы, сериалы. Я могу все в одно намешать. С чем-то. Поэтому я не смотрю фильмы. Ну, последний фильм из последних выходивших я смотрел этот майор Гуром.
Я не Я знаю. что-то на Кинопоиск зашел, он выскочил, я его посмотрел. Я не знаю даже такое. Ну, это наш фильм, такой прикольный. И пару советских недавно смотрел. 36 очков, да. Не, ну советские прикольные, я хочу пересмотреть. По-моему, недавно даже что-то пересмотреть. Потом то ли совсем устал и запьянел и уснул. То ли не помню, что произошло, то ли отвлек меня кто-то. Этого Иван Васильевич меняет профессию, вот недавно начал смотреть. Вот там приключения Шурика же тоже прикольно. А у него вот так вот все делаешь, там Кинопоиск будет. М? Сейчас вот так вот делаешь, говорю, Кинопоиск там будет. Там открываешь, и хуяк тебе фильмы нахуй. Просто так дают. Вот так у меня подписка на Яндекс. Подвину. Хочу видеть, сколько я низко падаю. Пал. Секундочку. Продолжить. А работа-то выполнена в итоге, вроде, да? Наверное. Нет? Ну ты ж Ролтон доставил? Лильки, оливки, опилки. О, короче, Кинопоиск запустили. Пускай будет у тебя Кинопоиск. Я у себя тоже могу что-то включить. Там, Не, я хочу посмотреть, что за фильм он мне чтобы предлагает. оно было. Вот, главная страница. Емануэль. Мистер Нокаут говорит, посмотри мне. Что это? Хер знает. Вон у меня теория большого взрыва я начал смотреть. О, опять. Он тут подборки всякие. Я вот турецкие говорил сериалы. уже. Мимино говорит, посмотри мне. Я вот Блудный Роман. говорил то, что эту теорию большого взрыва я предпоследний сезон прям очень с большим трудом осиливал. Вот, потому что, ну, невозможно уже было смотреть, и вот это слишком затянуто. Вот. А последний сезон я вот не могу к нему притронуться, потому что, ну, он прям отвратительный совсем, говорят. Вот, смотри, топ 250 в Кинопоиске говорит, и почти все советское. Теряю телефон. Смотрит любимая женщина из телефона, но ничего не пишет. Вот такие дела очень. Так, короче, опилки ферма из Топсон Фаллос в ферма отправлена в 9:10 из лесопилка. 9 километров, а она опять это коротенькая дистанция. Совсем. Поехали. Поехали, да? Вот и бревномос. Бревнумес. Нет, подожди, я... А не, опилки. ты щепковец. Я же говорю, опилки ведем. В голове мои опилкины. Да. Или как он там пел-то? Зачем тумблирует туда-сюда щелкаешь? Если Пух бухать не станет, а он, наверное, не станет, не перестанет никогда. Или как он там пел-то, я не помню. А, тут по прямой всего, говорю, 9 метров. Всё. Может, даже максимальное количество очков получишь. Если не расхерачу опилки. Урони опилкам. Вот это вот вообще просто супер. Давай сюда. Давай туда. Я, кстати, не знал то, что у Евротрак симулятора это их игра.
От 18 стальных херов? Ну да. Они всю свою историю разрабатывают вот эти вот грузоперевозки. А хер знает. Какие-то. Еще я понял, мне нужно супрастония выпить. Вон я и так две таблетки въебал. Вот, правда, с пивом, конечно. Правильно, как я. Что так. Я тебя заразил чем-то? Я когда с тобой разговариваю, я чесаться начинаешь. Ты на меня плохо влияешь. Это ментальная связь. Сейчас доедем. А что тут долго эти 9 метров-то Мгм. происходит? Ничего, недолго. Как же, в принципе, нормально одной рукой играть, сидеть. Правда, кисть устает. Стрелочки туда-сюда делать. Так, а мне вправо или в туда? Нет, точно Туда. не сюда. Так, Туда-сюда. вроде А, блядь, ты чуть не перевернулся нахуй. сейчас я максимальное количество очков очечи и в очков не получу себе в очковой, в смысле, в карман. Ты уже урезался. Ну, там вроде урония немного. Там шкала, короче, слева, опять же, мой красный еблет закрывает. Шкала? Ты все время свой еблет знаешь? Да не надо. Хотя нет, не-не-не, игра же отзеркалена, и там твой еблет закрывает. Шкалы. Теперь еще я виноват в этом, да? Ты сделал меня соучастником. Да. Так, а как тут... О, тут пони. А пони тоже кони? Не сбивай. Пони тоже кони? Да. Ты в этом уверен? Ну, только маленькие коня. Поня же. Нажмите, вот, 9 метров. Так, 16-17 минут. Урония чуть-чуть 4. 55 очков получил. Вот отсыпали тебе 50 очков. Благодаря вашей упорной работе вы стали уважаемым среди своих коллег. Теперь вы стали ожидающий водила. И Да. что бы это ни значило. Как бы. Так. Вот нажать надо, нет на него. Взять- Ожидающий вводятел. Вот, взять работу. А ты можешь туда нажать? Ожидающий вводятел. Не-не-не. А, он уже у тебя... Ты можешь переехать куда-нибудь уже? Пока нет, А по-моему. почему? Потому что не знаю. А можно карту В путешествий? Индию, А, вот. например. Можно. Короче, вы получили доступ к еще одной локации. Выберите, какой из локаций вы предпочитаете открыть. Ну, давай Вот, да, давай в Индию. Бангладеш. Это вот этот вот. Сейчас будем коров возить. Шедалгнаб. Туда, короче. Вы действительно Да. хотите открыть Бангладеш? Хочу открыть Бангладеш. Да хочу открыть Бангладеш. Заехать. Пришла ради самого сексуального стримера Паши. Привет, да. Добро пожаловать, мой дорогой человечек. Так, почему донат? Что с донейшеном? Почему он, блядь, работает? 17 минут назад. Опять что ли? Да, он 17 А минут. может никого не было? А может быть и не было. Нет. Заходите, пожалуйста. Врум-врум. Спасибо. Гиперболой, спасибо за врум-врум. В общем-то. Может ты уберешь эту прыгающую букву? А почему справа я теперь? Мне скажет. Подожди, а мне в какие прыгающие буквы и убрать? Я о чем-то? Ну, на донате этом там буквы прыгают, я их просто прочитать не могу. Видишь, у тебя вентилятор есть. А тут вообще не по-русски. А что ты такое везешь?
А, Может, ты нам покажешь? сейчас, подожди. Бронзовая статуя. Этим вот всем. У. Смотри, какая у тебя машина. Стайлинг индийский. Почти растомобиль. Так, подожди, я ж карту хотел. Так, мне, короче, прямо направо и потом посмотрим. Не, вообще в стриме, наверное, руль с левой стороны должен быть, да? Да. А у меня он с правой, и мне вообще неудобно. А Так, почему ты по встречке едешь? А там оно отзеркалено же получается. А все равно ты по встречке едешь, а зеркален или нет. Я уже никуда не еду просто. Ай, бля. Ни в какое куда. А нефиг по встречке ехать. Можно я больше не буду играть в эту игру? Нельзя. Пощупаешь меня за всякое. Вот. Так, а как карту, на какую кнопку? Надо, наверное, так. Так. Опять по встречке поехал. Ну давай я, ладно, давай я буду не по встречке ехать, хорошо. Вот давай, да. А, подожди, тут встречка правая? У меня нет. Я у тебя О, смотри, там этот... забыл, как называется, это трехколесный. Вот Не трах-трах, а... я как раз Сан-Андрес, по-моему, вспоминал о такой штуке. Да. Нет, это на псах было. На псах разве? А, так у них же в этом, в Китае тоже же вот эти вот есть. Или у них там эти велосипеды. Ну, насчет Или как Китая это не скажу. Я знаю, есть в Индии, в Кубе есть. А, во Вьетнаме есть. Во, эти в шляпах Тук-тук, еще. вот. Тук-тук? Так, а Тук-тук, нет? мне, по-моему, Может, кто-нибудь знает, как это правильно называется? нах. Блядь, А, и еще в Африке есть. Чё? Чё? Кто? Ты зачем на плантацию заехал? работа провалена. В этом, во Вьетнаме или в Таиланде, вот эти вот, в этих Ну, в этом регионе, да, есть в еще. шляпах таких эти, они педали там, короче, крутят и куда-то едут. Нет? Или это не то? А, или ну, это не так? есть на педалях, плюс еще это... На мотоциклетных моторах тоже есть. На педальной тяге. Не, на моторе это тук-тук. Во, вроде так Тук-тук. называлось. А на велосипедный я даже не знаю. Ты уверен, что это тук-тук называет? Ну, я сначала трах-трах вспомнил, потом вспомнил то, что, наверное, это тук-тук называется. Ну, может и так. Кто-то по встречке едет. Я же правильно еду. Ну, уже нет. По газону. По газонам, по газу. Куда-нибудь доедем. Не забывайте, сворачивать надо еще. Да, мне где-то прямо надо завернуть. Да, именно прямо надо заворачивать. Прямо завернуть. Это так и работает. Не, надо направо. И ты заправку проехал. А мне ж не надо вроде. А я не знаю. Какой у тебя расход? Подожди, а где у них тут? Вот, oil. Не, это масло. Fuel. Еще больше половины бака. Вон там 1/2 и стрелка чуть.
Дальше. Мы Там вроде на месте. вообще неразборчиво что-то написано. Надпись не по-русски. И как там на табличке будет. Чё у него там за полосатая штука над рулем с белым концом? Залупой, в смысле, головой? Или чем это? Это тюнинг, стайлинг индийский. Индийский. Волшебный индийский. Это такая вот культура машины разукрашивать. Мгм. А ты про которую? Про первую или вторую? Точно, там их две. Одна это антенна, А вторая а это кто? те, что по бокам, это как раз таки элемент выебистости водителя. Я сейчас посмотрю. Даже стой. Ученик. Что это такое? Чё это за ручка, блин? Патроны. Ща вылезу. Ну смотри, это рога машины. Рога машины? Да, их же два. Два рога? Чуть-чуть правее. Блин, да вроде ж недалеко было, а чё так долго ехать? Как ты будешь это Евротрак Симулятор 2 играть? По дорогам Украины. Я буду играть, так ты будешь играть же в него. Почему это я буду его играть? У меня это Sleeping Dogs, это Глиномес, еще что-то. Что, Ведьмак? Главное, не Ведьмак. Ведьмак. А чего еще? А у меня у самого ж дохерища всего. Он, конечно, понабрал всякого. И, блин, и чё с этим И не делать? собираешься проходить. В смысле, вот воскресенье дракона хочу. Ой, а напомни, сколько месяцев ты в этом году не стримил? 13 с половиной. Ну, почти 2-3. Ну да, ну да, наверное, может пару месяцев набралось. Пьянство всего. О, я вижу уже точку входа. Кого-то. Главное, не в корову. Это нельзя. Да тут что-то их нет. Слушай, я по полстраны, по-моему, проехал и ни одной коровы не нашел. Хотя он... нет, то в Америке было, да, когда опилки, там же эти пони-кони. О, прямо нельзя? Говорит, давай. Сейчас было бы эпично, если бы я втрепался туда, и все бы закончилось на этом. Нажмите кнопку ввода. О, смотри, даже без урония. О, видишь. Спростимо. Выпить и запить пивом. Благодаря вашей упорной работе вы стали увлажняемым среди своих коллег. Теперь вы стали гудок из Читтагонга. Как тебе такой вариант, Ксим? Чего, блядь? Я сам не понял, что я прочитал. Но ты можешь попытаться прочитать и перевести вот это вот все. Агнегаtenдриры зикодуг. Ты справа налево читай, так проще будет. Я не умею так читать. Я про слева направо читать. Ты попытайся справа налево. Гудок из Ритагонга.
Что это? Это теперь вы стали гудком из Читтагонга. Это, видимо, какое-то звание местное у А, это дальнобойщиков. еще буква Ч. Там Читагонга. Читтагонга. Я Что говорю, за картинки у тебя снизу? какие? А, там Ну, машины. Кто? Машины. А то там вон корой лепешки какие-то перевозит, а второй вообще устрицу какую-то. Та-та-ра-та-та-та. Бар «Голубая устрица». За поворотом. Место, где мы познакомились. Да. Учит то, что ты там про пощупать шутил. Было дело. Все началось в 99-м году. Давай дальше. Что сидишь? Да, я перетаскиваю, у меня периодически почему-то этот плеер контактовский убегает куда-то вовниз. Гудок из Павень на... А тут разные звания у них, типа, в этих Раджеш перевозок. А я не могу, вы еще не доставляли этот груз, пишет. Дорога станет доступной после того, как вы наберете больше опыта. Вот тут. Да хрена он, смотри, всякого. Ну, давай, ну, опять А я могу перебраться... А, смотри, я же и в Монтану могу обратно, и в Зимнюю дорогу могу обратно. Куда Давай поедем? по льду еще раз поездим. Давай по льду. Вы действительно хотите отправиться в Туркменистан? Что? А, Зимняя дорога... Да, давай в Туркменистан еще. В Тук-стояк, Тук-таетук, ёп. Охуеть название. Кто это придумал? Покажите мне этого человека. Я, наверное, Тук? вряд ли. Вот, как короткая дистанция, путь короткой дистанции. 466 очков надо, ну, в смысле будет. Вот, есть еще промышленная какая-то штука. Бульдозеры, промышленные отходы. Давай бульдозеров отвезем куда-нибудь туда. Смотрите, туда-сюда надо поехать. Зачем мне сюда? Ну, туда ты бульдозеры отвозишь, а оттуда отработку от бульдозера. А, ну да. О, кстати, точно. Нет. Или это в следующей вкладке. О, смотри, ты заправиться можешь. А еще посмотрю, у меня фуила. А у меня много этого горючего. Могу заправиться на всякий случай. Ну, Карман налей. карманная. Типа мало ли чё. Капелька. А он не заправляется. Бензобак наполнен, вы можете уезжаться. Так, а мне чисто прямо? Повезли промышленные бульдозеры. Так, точно. А что привезем, неизвестно еще, конечно. Остатки. Сколько они работоспособны будут. Так, мне прямо и налево. Может просто прямо ехать. Сейчас доедем. То ты сейчас опять дворами поедешь, а может прям по большой широкой дороге. Сейчас поеду, да, по дворам. По перекопам дорог со времен революции. Какой революции в Канаде? Ну, местная? Ты такой знаешь? Нет. Я предполагаю. Вот. Пока еду, давайте я что-нибудь накидаю на вентилятора. Не знаю, были ли в вашей жизни люди, которые, ну, блядь, тупо следят там за вами, за вашей деятельностью там постоянно. Типа, знаете, как сталкеры. Там какие-то непонятные. Вот. И непонятно зачем еще. Нет, ну в некоторых ситуациях, конечно, понятно зачем.
Не очень понятно нахуя. Вот. Я не знаю, Максим, были бы... У меня, блядь, таких людей как бы достаточно, но в большинстве своем это дети, школьники. Ну, тебя-то хотят пощупать, но у меня-то невозможно пощупать. Вот. И спамом Я закидывают. большой и страшный. И спамом закидывают, и вот это вот 7. Один, правда, вот есть великовозрастная детина. Вот. Ребеночная. Ну, я думаю, я ему в ближайшее какое-то время открою глаза на происходящее вокруг. Розовые очки-то снять надо все-таки. И не знаю, Максим, у тебя, может, бывшая какая-то за тобой следила, или, может быть, какой-нибудь недовольный клиент, или, может быть, конкуренты по опасному бизнесу. Там, не знаю, закидывали там спамом. Не знаю. Найти, может, тебя обещали. Насколько помню, нет. Нет? Ну, есть с бывшими нет. А насчет клиентов, это максимум, это плохой отзыв оставить. Не караулили тебя нигде там возле подъезда? Да, кто меня будет караулить, ёмный рот? Большой и страшный Шрек. Максим, крушить! Вот это вот все. Почему я опять в снегу? Так мы уже в Индии были. Говоря. Вроде как, да? В Индии или в Индонезии? В Бангладеше, короче. Это Индия, да? В Индии, да. А тут чуть-чуть доехать-то. Главное не провалиться под лед, как нарисовал, мне кажется, пророческий Максим на превью. Да, там еще был другой вариант превью с хуем. С пипиской, да. Вот смотри, ветролет летает. Так, а мне налево. А эту, кстати, не так несет. Она большая, тяжелая, у нее бульдозера, и как это по-русски? Бульбульконы, блядь. Бульбульоны. Да ёпта, давай доедем-то уже. Как-нибудь. Туда. Вот у меня друг есть. Оказывается, внезапно, да. Вот он дальноёбщик. Публикует всякое. Ну да, там канал у него. Причем уже не маленький. Можно даже сказать. Вот он как раз зимой ездил в Ебеня отвозить металлические балки. А там местность такая скалистая, ну, возле Байкала. Ну, как скалистые, ну, горки там, короче. Вот он там чутка настрадался. Я не попал, что ли? Причем он туда ездил 2 раза. Один раз летом, и еще раз зимой. Все, ты рассказал? Рассказываешь? Да. Да я вижу, донат пришел, но почему-то, блядь, они, не знаю, сегодня какие-то проблемы с этим. С донейшеном не озвучивать ни хера. Так, Котопес, заходи, пожалуйста. Ходи. Ой. Как А? вот так. Ну да. Еще одной локации. А давайте ему пизды дадим. Блядь. Ой, блядь. Котопес, спасибо за 444. Дадим. Обязательно дадим. И не раз. Вот. Но потом.
Не переживайте. Спасибо за готовность и за поддержку и таким и другим способом. Спасибо. Класс. У нас самые добрые прихожане на свете. Наша церковь прекрасна. Набрали таких, как сами. Да. Пиписка 18-колесная. Мне кажется, YouTube бы такой не оценил. Ну там фактически она и была. Ой. Ну, сегодня я на телеке открывал YouTube, там ввел Гамгунис запрос, и там превью вышло из Seventeens. Seventeens, Паша! Да, там... И там у нас, получается, нарезка, она 18+, и там превью просто мутное. Даже превью не показывается. Не, ну порадовал. Спасибо. Ой, блин. Ну вот, по поводу... Сегодня вот опять человек, Мук, приходил, опять на Seventeen закинул и ждет, сидит. Надо смонтировать, да, знаю, надо, сделаю. Вы получили доступ к еще одной локации. Выберите, какую из локаций вы предпочитаете открыть. Давай Южную Америку. Дорога Юнга с огню. Агорад. Дорога Юнгас. Нигас. Где-то там. Ника нет, вон Африка там. Африка не можно. А где остальные локации? Почему? А что так? Может быть, они потом появятся, когда все локации открою? Я не знаю, я не играл в Давай эту часть. попробуем. Вот сейчас Юнгас. Я играл только первую. И то это было так давно. Ну вот какая-то у меня тоже была, по-моему, первая. О, ты велосипеды везешь. Надо отзыв подтвердить с телевизора в аккаунт свой заходишь, тогда нормально будет или нет? Вроде как да. Но это не точно. Потому что ты, если запустишь наш плейлист лучший, да, с нарезками, и дойдешь до Севентинса, он просто не будет проигрываться, пока ты не авторизуешься в Ютубе. Да. Есть такой, он там скрывает вот эти вот. А на Сербгунисе, кстати, он вообще этот третий стрим удалил. Надо его с Гамгунис самый в плейлист туда добавить. Так. В Африке грузы не развозят. Там своих негров хватает, по всей видимости. Нас не пускают. Да. Я слишком черный для этого, блядь. Ты недостаточно черный для этого. Да, скорее недостаточно черный. Недостаточно нига. Ой, по-всякому. Туда, сюда, по-всякому. А на чем я вообще еду? Что-то не очень понятное. Хватит все крушить. Ундуаву. Че? Кумбре. Коджиля. Куруйко. Чакаль. Тая. Блять. Я название пытаюсь прочитать. Лагуна Милуни. Уни. Голубая лагуна, все понятно. Поехали. Голубая лагуна. А было что-то такое про голубую лагуну? Голубая устрица. Фильм «Лагуна». 2 части. Фильм «Голубая лагуна»? Ну, Чья? по-моему, так назывался. Чья «Голубая лагуна»? Ну, «Голубая лагуна». Не помню, я не помню. По-моему, фильм так назывался. Это где этот инцест и БДСМ, нет?
Или это я другое кино смотрел? Бля, я тоже думал инцест там, а оказалось не инцест. Не инцест? Да. А во втором фильме тоже инцест и это вот всё? А, я думал, это во втором фильме инцест. Оказалось, да, оказалось то, что это не инцест. И в первом фильме тоже не инцест? А в первом фильме я что-то не засматривался, там по телеку недавно показывали. У нас в мастерской и висит большая ебань на телевизор, точнее. И там что-то по телеканалу какому-то крутили 2 части подряд. Я такой смотрю, блядь, по один фильм прошел, вторая часть идет. Бля, думаю, что там уже инцест начался. Потом оказалось то, что не инцест, нифига. Так они ж вроде одинаковые. Типа, вторая часть это же не вторая часть, а типа они пересняли первую же часть, нет? Погоди-ка. Мы вообще об одном фильме? Я не знаю. Голубая лагуна. Ну, они там это- Я. Э, Луна. Де- Лагуна. Там дед, короче, с девкой в это рос на острове, и они потом в воде это туда-сюда шились. Или кто там был? Вот получается, в конце фильма там кто-то пытались уплыть, но уплыть не получилось, они вернулись обратно, но и поэтому не инцест. Я не знаю, как там точно будет. Я не изучал этот вопрос. Мне хватило того, что мне сказали, нет, не инцест, все нормально. Унджи крутая, ну да. Я не пойму, почему на спидометре две шкалы. Типа одна в этих в мимишках, а вторая в километрах. Да. Ты удивлен? Энджайн. Ингуне. Ингине. Так, а я сейчас вниз совсем уеду. Наталья Михайловна, о, привет. Здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас доедем или не доедем? В чем вопрос? Я ставлю, не доедешь. Кик живешь, Павел? Терпимо. Так, я за что-то зацепился, по всей видимости. Местами. За Терпимо. чей пиксель ты зацепился? Вот я не Для меня пойму. пока едешь. Я не пойму. Ну, может, мышкой повесишь? Да вроде ни за что. И я Егор, говорит. Да, А интересно. почему у тебя не Егор написано? Странное раздвоение личности, если это оно. Одна миля, другая в оборотах. Не, обороты это в другой Ну, стране. тахометр вон есть. А на спидометре там мили и километра в час. Я не из Уруины, я просто... Да, нам Ну, особо все равно, как бы. Ну да. Так-то. Кто откуда. Ты же не террористер. Так что добро пожаловать. О, я вижу точку входа вот туда. А, мамин аккаунт. Бывает. Чтобы это в видео 18+ пропускали, насколько я понимаю. Почему ты медленно едешь? Я не знаю, я не понимаю, почему. Может, ты коробку сломал? Может быть, но я не вижу. Там, Ну, нажми на shift. там, кажется, урония слишком дохрена. А ты врезался, что ли? Да, чуть-чуть. Я ни разу не видел, что ты врезался. Да вроде... Добро пожаловать. Я не знаю, он, короче, просто ехал и просто встал. И почему-то не хочет больше нормально ехать. Вот, но шкалу урония ты теперь загораживаешь. Она же игра отзеркалена, получается. Я в этом не виноват. А кто? Кто меня туда поставил? Это не я.
Нейтралку. короче говоря. 23 очка всего дали. Он так доехал. Так доехал. Блин, экстремистский Инстаграм почему-то мне всегда присылает уведомление, то, что там кто-то что-то лайкнул, кто-то куда-то подписался, а зайти при этом без VPN с телефона не можно. Очень, Ладно, там рекламы нет. очень странно. Он раньше сидел в Инстаграме, там через 3, через 5 постов постоянно реклама была. Сейчас сидишь, листаешь, ни на рекламы нет. Слушай, наверное, точно этот... Может, я на ручнике все эти годы ехал? Возможно. Я не исключаю такой вероятности. Тот скажет слово, тот лох. Ну, бывает такое, да. Где-то там, да. Листья коки из О, май! из Пакла в Белла Виста. Отправление Чё, эстонец мексиканский во мне заговорил. Отправление 8:50 из Деревенская площадь. Так, а сколько стрим вообще? Деревенская площадь. Или деревянная площадь? Не, Венская, деревенская площадь. Все правильно. Это что такое? Что? Ну, площадь в деревне. Я не знаю, как это описать. Типа дом собраний какой-нибудь. Дом Ильича, да, не улица, а площадь Ильича, вот. Там местный клуб какой-нибудь. Инстаграм стал чище, спасибо ВПН. Типа того. Слабо сказать кукареку. Ну, вот уже произнесли ваш комментарий. В чем проблема? Осуждаем наркотики. Так, блин, раньше в Кока-Колу, между прочим, когда-то там 10 тысяч лет назад еще добавляли как раз листья коки. Из них делали в числе. Но потом почему-то перестали это делать. Кстати, очень жаль. Наркотики это плохо. На всякий случай надо сказать. Так, а мне в какое лево? Или мне в... Да. Не, подожди, мне вправо. Надо поехать куда-то. Да. Пока-то прямо, а потом пока не очень понятно. Вроде бы. Я представил, что я с той стороны. Вроде бы направо это должно быть. Я все пытаюсь посчитать, сколько стрим идет. Где-то... Джексон говорит, я не знал так вот то, что листья коки, походу, добавляют. Добавляли. Не, был такой. Сам давно. Зачем-то, да. Ветролет летает. Вот, ну как, зачем-то, наверное, вкусненько и бодряще. Вкусненько. Как у них песня-то до сих пор, по-моему, еще с тех Веселье приносит вкус бодрящий. Вот это вот. Ну это еще с тех времен осталось, да. Ой. Подожди, а как ехать? Сейчас полиция остановит. Что везем? А мы скажем лесную мяту. Лесная мята, да. Для котиков. Котики же тоже хотят это. Чё? Вертолет обратно полетел. Да, он тут что-то летает туда-сюда. Так, В отличие от ветролетов ВСУ. Да, где-то там. И где-то. И как-то еще не упасть. При этом. Во, началось. Да. Началось. Видишь, никаких тебе заборов. Да. Как отлично. Никаких заборов, зато я могу поехать по внутренней стороне. И уткнуться кому-то в жопу. Лицом.
Закосплеил Кратоса. Фактически. Зачем ты все его тащишь? Зачем там? Лови мут за фут. Да, давай, закинь человеку мут. Пускай. Ну, 300 секунд. Почему не месяц? Ну там же, по-моему, есть такая функция. Нет. Потрачено. Ну, значит, следующий бан будет. О, все. Почему не показывает, кого он падает? Вот Это да, было бы лучше, намного интереснее. лучше бы показали, как падение орла, блин. Да. Резиночка поярче. Под цвет. Футболка под цвет резины. По-моему, она просто серая. Ну, а резиночка, по-моему, тоже серая, или она немножко... Я не знаю, какого она цвета. Я тоже не знаю, какого она цвета. Но тоже будем считать, что серая. Футболка серая. Нормально все. Что за сообщения такие? Человек 2 сообщений таких отправил, я ни одного не увидел. Да, там еще фуфлут какой-то был. Там просто какие-то много букв и цифр подряд просто на клавиатуре. Вот так вот. Или может быть, он упал лицом на клавиатуру, устал. У меня такое бывает. Упало. Но на клавиатуру мне, правда, далеко падать. Поэтому просто. Что я подвинуть хочу. Вон я на работе клаву кидай куда-нибудь. Если что-нибудь на него там сверху, а у меня открытая там чат ВКонтакте, я там всякую хуйню присылал. Себе? Сам себе? Да не, нашу конференцию. Еще это, ну прикольно рандомным людям писать там. Что-нибудь скидываешь. Просто. Хотя тебе, например, некуда это кинуть, какому-нибудь рандому. Например, дикпик, да. Не, это я в другое место кидаю. И просто рандомно какого-нибудь человека скидываешь. Недоумение. Или там список покупок какой-нибудь. Туда закинешь. Купить носки. Да. 4. Я тут это на днях говорю, уже месяц назад 30 носков купил. Ёбаный рот. Как я счастлив. Зачем тебе столько? Ну, чтоб не искать носки, он там порвался, выкинул. Тем более они все одинаковые. Не надо искать. Ну, в этом плане, да, удобненько так получается. Чё за блики? Упал, взорвался, надышался дымом от листьев. Ржал, что летел столько и ни разу не обделался. Нормально. Что кто? Я говорю, нормально. А до этого что там? Я говорю, блики какие-то вот сверху, Да, слева. есть такое. Ну, это дым от коки. Возможно. Там старики сидят, кулянят. Так, а мне во вправо. Так, надо прекратить вот так вот делать. Потреблять. Я все-таки, кажется, на ручнике ехал. Все эти годы. Купить носки 4 штуки для собаки с ромашками. А собаки носки носят? Ну, я не знаю. Кстати, можно спросить, надеваются ли на собак носки. Я знаю, для собаки эти куртки есть. Зачем-то. Ну, хотя есть, конечно, породы, которые не любят холод. Ну, это для маленьких, наверное, собак. Типа шубы, куртки вот.
Они, в принципе, и для больших есть, но те же немецкие овчарки, но так-то им на мороз пофигу. Они могут в снегу спать. Это ты влево повернул. Я во вправо вообще, ну в стриме, наверное, влево. Ты у нас левак только на этом стриме. Все тут, да. Так, а можно уехать отсюда? А там нет никого... А, Мы нет, там, там ты зачем 99-ку давишь? я не случайно, в смысле, случайно. Собак есть какие-то ботиночки, типа, на зиму. Ну, я не знаю, но это, наверное, собаки, которые совсем не мохнатые. Увария. Зачем его скинул? А он скинется? Смотри, смотри. Ты сейчас сам скинешься. Не-не-не. Смотри, этот как он. Скатывается. Человек ехал на работу, да, лестницу куда-то ставить, стремянку. А ты его взял и скинул. Там сейчас ветролет его подберет. А тут полицейских нет, что ли, вообще от слова? Не знаю. Не, Ставят мимо. смотри, он назад выбирается жопой. Нормально. Или нет? Сейчас выйдет, тебя отпиздит нахуй. Не-не-не. Сваливай быстрее. Не-не-не, вниз, короче. Все, это не я. О, можно вот так вот ездить от камеры, от крыши. Еще кином, как его, камерой. Кинокамера, да. Кинематографичный. Камеры поездит. Кинематографичность. А тут ее, по-моему, нет. Или есть? Подожди. Посмотрим. Нет. 9, 8, 7, 6. Вот есть. А вот 6, наверное, кинематографичный. Я тогда точно упаду. Со скалы. Разбежавшись, прыгнув. Лицом вниз. Как Кратос. Да, как Кратос. Ну, Кратос-то справедливости ради на банане подскользнулся. Возможно. Вот, но Вот, тебе надо Кратоса постримить еще. надо, но его надо как-то одолеть. Мы, наверное, будем полстрима только пытаться найти этих сирен, потому что ж там фильтр неправильно наложился. И как... Это потому, что у тебя Windows 7. Наверное. Я уверен. И как с этим бороться, хер его знает, но что-нибудь попытаемся сделать, наверное, с этим. Совсем. Так, а мне пока прямо надо же, да? Вроде бы. О, да. Сколько я собирался? Часа 3 постримить сегодня? Ты мне не говорил это. Сколько ты собирался стримить? А у нас один перекур был? Да, мы второй про... Да не, второй, 2 было. Где, когда? Один только был. Путаешь. А может и 2? Не было 2. А почему 2 не было, если 2 было? Так, Да, да блин, неужели я с финиша... Нет. Блин, Не трогай пальмы. я пытаюсь найти, куда мне приземлиться, встать. Где это? Так-то, когда едем, слетаем, а тут с кинематографичной камерой вообще нырнешь, даже с места не сдвинувшись. Может быть, да. Такое тоже возможно. 7 очков. Нормально. Я прям вообще
А где музыка, мне интересно опять? Я ж ее вроде... Ну, я ее сделал потише. Вот, но... Так. Ну смотри, у тебя тент какой-то дадут. Вот. Что-то там играет вроде. Что дадут? Тент. А, да. Знаешь, пряжа из лампы. А, из ламы. И живой. Из живой лампы. Тут вроде тоже не особо далеко. Вроде бы не туда и не сюда. О, так, вроде сколько? 12 часов, без 5:12 по Москве. Это означает то, что сколько стрим идет? 2,5 часа идет стрим. Ну, отлично, еще можно перекурчик. Еще минут 40 покататься. Потому что там, наверное, начало у нас минут 10 раскочегаривалось, да? Не знаю, я вообще где-то там бегал. За текстурами. Вот. Ну, я, короче, пойду солью всякое отработанное. Я тоже скажу. Я ж тут все время заливаюсь. Так-то. Через перекур, через 3 минутки продолжим. По градусу на улице.
Так, следующий стрим от меня, наверное, это длинномес будет. Или псов. Или псов. Чтобы длинномес постримить, мне надо чуть-чуть поиграть, продвинуться там. Немножко. Вообще, в идее, в планах было то, что рыбалку надо постримить, но это нужен такой чисто пиздобольский стрим, где всякую хуйню будем обсуждать. А у меня есть вообще эта рыбалка на компе? Мы ее, помню, стримили, мы там с Пашей посидели, попробовали, на что способен Зион, способен ли он вообще стримить. Я там рыбалку постримил и Ведьмак 3 от нацистов этих самых. Так, Гамес. РФ4 есть. Ага. Вот у меня на рабочем столе нет его. А еще было в планах постримить Farm Manager 21. Построить колхоз пивоваренный. Там есть сценарий, можно пиво выращивать и делать его. Вот, думаю, можно какой-нибудь сценарий там поиграть. Я вижу хвост чей-то. Это черный хвост. Старый. Я говорю, мы же это фарм-манагер собирались. Так, ну, ты собирался же. Ты еще Ну, да, обзор. там сценарий пивовыращивания, пивопроизводства проходить. Еще, А можно еще вино делать. да, ты обзор сравнения еще хотел с этим, с чем-то сделать. Я хотел, но я перестал в эту хуйню играть просто. Ну, надо, наверное, как-то поиграть. И как Ну, ты- как обзор сравнения? Это просто бомбление будет, как намного хуже сделать игру. Ну, или вот так вот, да, тоже. Хотя первая часть там, она такая недоработана, там много багов. Но она намного лучше второй части. Итак, чего бы и да. Ой, надоело мне уже кататься, на самом деле. Я просто сижу. Вот еще чуть-чуть покатаешься, может заканчивать. Я могу Я просто... посплю на этой неделе или нет? Я могу просто в 40 минут посидеть еще и всё. Нельзя. В этот Ты, как ты должен кататься, ты должен страдать. камеру вот так смотреть. Он тебе даже Матян говорит, мяу, соглашайся со мной. Нравится. Бери палатку на колеса и поехали. Поехали. Что еще делать? Так, а я выиграл ту битву. Может это сообщение Макс, где живус, это может где живешь было? А, может быть. В, Да. в пшеничном крае Максим живет. Я в царах. Так, а я... В столице пива и Пивожарения. и радиоэлектроники российской. Я вроде на правильный путь встал. Не знаю, ты у меня 8 раз врезался. Это я могу. Мотя, что ты орёшь? Вот старый что-то негодует. Ну а хули ты? Да. И не по тем правилам едешь. Он опять 99-ку чуть не задавил.
Девятки едут пятеро с одного района, да? Вот это вот все. Бля, этой песни ли ты еще уже не слышал? А у меня недавно она в этом плейлисте в Яндексе промелькнула. Она в Яндексе есть? Да. В этом выпуске. Под губой у каждого порох чемпиона. И вот это вот все. Что это катается? Всякое. МАЗ, ЗИЛ. Вроде написано 9 метров, а что-то ни хера не 9 метров ехать. Там 12 было. 12 метров. 12 чего-то там по попугайских метров. Эвоков. Мишки. Эти вот плюшевые, отвратительные. О чем ты, любезный? Точнее, болезный. А Эвок... Ну помнишь эти со Звездные войны? Со Звездные войны, да, там что-то было. Там эвоки в какой-то части были. Они же, блин, я правда не помню в какой. Потому что там они же потом стали эпизодами. Сначала они просто выходили, там, Империя наносит ответный удар, там, и вот все остальное. Потом им эпизоды присвоили, и получилось так, то, что сначала же первая трилогия вышла, 4, 5, 6 эпизод, а потом 1, 2, 3. Да. Так, а мне... Ну, не знаю, я считаю первый, это получится пятый. Вот, а последняя, которая... Бля, я их трилогия даже не смотрел, я не знаю, что там творится. Там полная ебанина вообще творится. Ну, как бы не удивительно, Дисней все-таки. Ну да. Вот единственное, вот и Дисней, который еще для нацистов мультики рисовал. Да. Ов, что-то меня прям сегодня про нацистов. Сегодня Нам тоже прилетит за угнетение нацистов, интересно. YouTube может, мне кажется, всякое сделать сейчас. Вот. То есть они признаются то, что они нацисты. По всей видимости. Вот, и из последних, вот что касается этих Звездных Сосвоин, мне в целом только Мандалорец вот мне понравился сериал. Прикольный. Не знаю, даже не интересовался, что там. Вот насколько мне прям вообще максимально безразлично вот, вообще это вселенная Звездных войн, но Мандалорец мне понравился. Вот. Еще там спин-офф же есть Мандалорца, это книга Боба Фетта. Я все хочу, как бы. Надо посмотреть, но говорят, то, что он очень скучный ровно до того момента, до появления Мандалорца. Дальше там нормально все идет. Вот надо как-нибудь посмотреть. Я с этим Мандалорцем знаю, то, что там эта баба была. А из откуда? Ну там вроде как главной героини, которую просто отменили. За то, что она не такие посты в Твиттере постила. Да, было дело. То, что она из левых. Не из тех, с каких надо. Этим самым. По Звездным войнам я знаю первую, вторую, третью часть, все. Я и знаю то, что это 5, 6 и 7, что ли, получается. Или там на первый начинается счет. А хуй знает, я, короче, три части знаю, а дальше не знаю, что там происходит. Ну, всякое. Ну, как бы и не вижу смысла смотреть. Почему? Блин, что там? Там может... Разве может быть что-то интересное? Ну, местами, может быть. Вот первая часть хорошая, вторая вот тоже. А третья она что-то тоже не особо мне запомнилась. Я даже не представляю, что там происходит сейчас. Пока не вижу, я не вспомню, что там. А тем более, что там дальше, это вообще, я не знаю.
Дальше хрень. Ну, кроме Мандалорца, конечно. А, чё? Там у Мандалорца даже этот, главный герой Педро у них ходит-то. Ну, по-моему, актера как его зовут? Педро Паскаль или как? Не, нормально, в принципе. Сериал хороший. $32 очка дали. Кстати говоря, там вроде Ведьмак 2 вышел, нет? Или не вышел? Или вышел? Игра-то вышла давно, по-моему. Не, сериал ебаный. Я посмотрел, отвратительно. Чё, Вторую? просто максимально. Да, я и первый сезон смотрел, и второй сезон смотрел. Вот, и максимально отвратительно. Да я еще с первой новости, когда только задумали сериал снимать Ведьмак, ну, я еще тогда на ёбаное это пикабу сидел. Я сразу написал, ёбаное говно будь по-любому. Ну, так оно и получилось. В итоге, да, получилось. Потом мы с этого ёбаного пикабу на Reddit ушли, а сейчас и с Reddit ушел, потому что там сейчас вообще невозможно сидеть. Очередная нацистская помойка, блядь. Все нацистское. Все нацистское. Ой, я же вчера рассказывал, там это... ВСУ-то в плен сдались, и там, типа, запустили 300 солдат российских сдались в плен. Им говорят, типа, так-то это украинские военные, а им говорят, ты Путин! Нет, не Путин. Там, типа, ты российский бот или провокатор, фиг знает, там отвечает. Короче, на Reddit теперь вообще невозможно. Я сначала специальная военная операция, там пошли посты. Ох, а вот тебе картину нарисую, где Путин гей. Ужас. Там картина Путина, да, и флаги ЛГБТ там, например. Что-нибудь пидористическое такое подрисует. Блин, вообще помойка-то еще, конечно. Раньше более-менее терпим было, но сейчас это вообще невозможно. И ты смотришь, например, по комментам, там как будто ботами накрутится. Все это плюс-минус 20... Ну, получается, ты коммент пишешь, да? Если пророссийский коммент какой-то, или хотя бы нейтральный, то у тебя сразу минус 20 рейтинга на комменте. А если прозападный, то сразу плюс 20 хуярится. Вообще пиздец. Совсем опидорили. Это провокация, ситуация в норме. Говорят уполномоченные люди в форме. Ты куда едешь? Мужики в форме, да? Мужики в форме! Или женщины в латексе. Женщины в форме! Как у Блэда было. Или бабу в форме. Как надо... Я в правильную сторону поехали? Да, правильно. Я не знаю, куда ты едешь. А в местный закат? Или в бар? Ты опять велосипеды везешь. А хрен его знает, я не знаю вообще, что я везу. Смотри, в кузов. Я опять листикоки везу. Я их, по-моему, везу уже 3-й раз. Причем по тому же маршруту. Да. Что там быстро работает, ребятки? Нормально. Так, а можно как-то затормозить? Бля, это точно Урал был. Урал? Ну, скорее всего, мексиканский. Если Урал, то ты это в Бразилии, да. Вроде в Мексике. Да не, может Бразилия. Потому что Бразилия-то сотрудничала с Сусером и с Руисией. И у них наши машины катаются. Что еще? И бразильские жопастые женщины ходят, которые крутят сигары на потной ляжке. Или это в Кубе
Колумбии. Не знаю, не видел этих бразильских женщин. Мне Инстаграм, он это предлагает таиландских женщин, Так там может быть которые в форме все время. там может быть не женщина, там может быть какой-нибудь тайваньский мальчик в платье. Это риск есть жизнь, что-нибудь такое. Так, а мне здесь куда? Влево. У меня вправо. А у меня влево. И у меня же... Да, ты езжай вправо. У меня же хорошо, что не отзеркалено. Он ленивый жопу покрутился. Интересно вообще, почему она захватилась изначально вверх ногами? Это вот, конечно, загадка. Ай-яй-яй. Так. Да я ж был уже тут, точно. Что делал? Вот, что-то Фалос, Санта, Испаньол, Мария и вот. Сколько очков дали? 26. Я набрал достаточно вот этого всего, чтобы... Нет, еще надо 12 очков до гринга. Че, сделаем гринга? Вот! Гринго. Ты же есть Гринго. Вот, опять велосипеды. Велосипеды. Ла Платина. Когда я последний раз на велосипеде катался? Ой, году в 2015, наверное. Зачем? Или в 14 летом, или в 15. Бля, я даже не вспомню. Короче, давно это было. Бля, после школы точно не было такого. Со школы я закончил в 2012 году. Так ты видел, сколько эти велосипеды стоят? Там тысяч по 70. Бля, ты, конечно, смотришь, там мега въебистые велосипеды. Рамы карбон, там сколько, Т-306 скоростей, или как там было-то? Реклама-то давно была. Не. Реклама давно была такая. А на самокате я прошлым летом катался. На петуш? Самокате. На петуше. А зачем? Домой ездит с работы. На клиентский самокат. Ну, надо проверить. Но на самом деле я тестировал его. Ну, я говорю, надо проверить же. Так у нас еще это 2 самоката осталось, которые не забрали. И чё, подарили? Ну пошли нахуй, блин. Принесли и не забрали? Ну чё, да, не забрали. Возможно, припрутся. Он, короче, один пришел с пиздюком своим. Ой, у вас тут наш самокат все еще есть. Мы спрашиваем, а типа чего не забирали? Он такой на пиздюка смотришь. А чего мы, говорит, не забирали? Еще, бля, отпиздил пиздюка. Короче, свалял на пиздюка, типа из-за него не забирали. В итоге бесплатно у нас зиму провел. Мы я его сам, получается, подзарядил один раз. Потому что если у вас есть самокат или собираетесь купить, то и на зимнем хранении его надо 1-2 раза заряжать. Иначе попадете на замену аккумулятора. И после покатушек обязательно нужна зарядка. Вот, у нас камбунис познавательный, образовательный. Можно считать, стрим проведен в образовательных целях.
И мне что-то еще ехать 2 локтя по карте, по-моему. Вот, 1 000 000 очков получишь. Я уже, кажется, минус 36,5 очков. И 2 локтя там, блин, не пиписочку тебе ехать. Всего-то. 2 локтя. Вот мне кажется, не довез там урония километр набрался. Сломал карбоний велосипедов. Да? Ой, эти каменные стены у электростанции. От Самое монголов. охуенное это электроскутеры. Зачем? Ну, скутер только электронный. Электронный скутер? Ну, там, в отличие от самоката, нормальная сидушка. Как бы самокат, он не предназначен, чтобы ты сидел там. Ну да. И при аварии, а так самокаты эти мощные, где сидушка есть. Ты просто из-за неудобной позы ты так полетишь или грудаком на руль наложишься. А скутер, он хотя бы предназначен то, чтобы ты сидел жопой на сиденье. И там все специально сделано, чтобы ты сидел. А еще мы ремонтировали эти электробайки. Это вообще охуенная тема. Были бы права, я покатался. Но прав не было на одном. Все-таки я покатался по дворам. Под названием Иж. Электробайк. А сколько? А нет. Чё? Это скутер был. Чё? Да я смотрю... О, большая красная машина! Да? Да. О, пожарная лестница. А тут Пошли людей спасать. 24 метра ехать. Груз Ну и- пожарники. Нормально. Место падения самолета. О, чё, еще разочек прокатиться и хорош? Ну да, давай. Хоть на большой красной машине. Поездить. Чуть-чуть. Может тогда еще советов про самокаты рассказать? Ну вот, пока еду, можешь рассказать. Всякое. Вот ты пока стоишь, не едешь. Я смотрю, куда мне, пока прямо. А где у тебя пожарники груз? А не знаю, написано пожарники, а где они прячутся? Они, наверное, под платформой лежат. Под полом. Ой, там какая-то сложная дорога спереди-то будет. Максимально. Анна, давай про самокаты. Короче, не думайте то, что вы покупаете самокат, не думайте то, что он не будет ломаться. Там может сломаться все. И поэтому смотрите популярные бренды, и, например, Xiaomi, Ninebot или Kuga. Kuga это самый дешевый, более-менее нормально, на них всегда есть запчасти. А также есть Kuga S3, это самый дешевый дешман. И он хуёвый. он хуёвый, да, там нет амортизаторов, электронный тормоз передний есть. Если на нем резко затормозить, может тебя это через руль перекинуть. Во время торможения может контроллер сгореть из-за перенапряжения, потому что у него эта штука есть. Блин, как называлось, когда электронная хуйня заряжается при торможении? Какая-то штука, я не знаю такую. О, сейчас динамо-машина? Рециркуляция вроде. Как эти раньше были эти
фонари на динамке, на динамо машины, вот это на велосипед. Там дрочить надо было. Фонарь такой был, где-то надрачиваешь, чтобы заряжался. А, ну это ручной, я имею в виду на велосипеды ставились, которые к колесу туда эта хуйня динамика бля, да, такое тоже прикладывается. было. Типа едешь, и она светится. Вот. Можете посмотреть, если вы из дешевых собираетесь, в принципе, его можно купить, да. Если собираетесь купить, можете посмотреть, как выглядит Kuga S3 или 3S. S3 или 3S. Ну, там как-то назывался. И на него много подделок. В принципе, если подделку купите, это вообще не страшно. Запчасти на него есть. Как бы от Kuga. Для Kuga есть запчасти, и они туда подходят. Еще есть Kuga M4. Вот это охуенная вещь. Он заднеприводный. Он рвет так, что, блин, там люди вообще по дорогам во всем пользовании на них ездят. На него можно поставить сиденьку. У него есть, получается, поворотники даже. И ЛГБТ подсветка. Еще он стоит как чугунный мост. В прошлом году он стоил примерно 40 тысяч. Вроде как. Но его тоже вроде как начали подделывать. Потому что были там, просто ты смотришь, это вообще некачественное говно какое-то. По той же резине, просто она стирается на глазах. А зачем тормозить передним тормозом, если есть задний тормоз? А вот Kuga S3, там передний... Ну, там ведущее колесо это переднее. И вот, когда ты ручку тормоза жмешь, срабатывает электронный передний тормоз. А задний у него, получается, как колодка на крыле. Получается, ты жмешь ногой на крыло, придавливаешь колесо заднее. Вот там такой. А у Kuga M4 там, получается, уже дисковые тормоза. Передний и задний. Вон там люди вообще извращаются. Говорят, поставьте мне гидротормоза на самокат, чтобы он резко тормозил. Ну, как бы на двухколесном транспорте не должно быть такого тормоза, чтобы ты резко затормозил. Это запрещено просто. Там вылетишь куда-нибудь. Если у тебя ты пережмешь заднее колесо, тебя поведет. Если ты пережмешь переднее, тебя через руль перекинет. Они просят, чтобы жестко, говорю, сработало. Я вообще не очень понимаю, нахрена они нужно. Нахрена нужны вот эти вот скутеры, блин, эти и самокаты, вот это вот все. Прикольно. Ну, и как... Ну, например, там на прогулочных площадках стоят эти самокаты, да, где много народу ходит, там, в принципе, на прокат сдают их. Или, например, у тебя есть машина, да, например, тебе куда-то далеко надо ехать каждый день, и ты вместо машины берешь свой самокат и хуяришь на работу. Он, кстати, вот около метро это эпизодически стоят. Вот, например, на Лесопарковой стоит этот прокат, то ли, ну, этих скутеров, то ли самокатов, этих петушиных. Ну да, там летом, короче, они там на фургончиках ездят постоянно туда-сюда к этим станциям, где самокаты у них заряжаются, стоят. Получается, ты... Как сервис назывался, я уже забыл. Получается, ты через телефон просто активируешь, самокат разблокируешь и ездишь на нем. Ну, фиг знает, сколько это стоит, я скажу то, что это не дешево вообще. Типа каршеринга? Типа каршеринг, только со самокат-шеринг. Такое себе. Так долго ехать-то еще? Долго. Вот. Если вы засмотрите на Xiaomi самокаты, то тут надо думать, готовы ли вы тратить
большие деньги на ремонт. Потому что если оригинальные именно Xiaomi, потому что их много реплик, подделок. А есть оригинальный Xiaomi, на который надо потратить, например, на замену того же аккумулятора. Потому что там просто так банки не пересоберешь. А насколько там хватает вообще аккумулятора по времени? Или по километрам? Бля, там, смотря какой самокат. Там просто у них отличается объем аккумулятора. Ну, в принципе, там... Что там километров... Есть модели, которые километров 40 там могут проездить. Есть самокаты, например, с съемным аккумулятором. Ты, получается, открываешь крышку, меняешь аккумулятор, а аккумулятор у тебя, например, в рюкзаке. Такие тоже есть. О. Я вообще правильно поехал, да, вроде правильно. Да, не знаю, эти электронные, электрические, по мне как эти, чем бензольные не устраивают? Ну, электроны можно дома хранить вообще без проблем. А бензольный? Ну, считаю, у тебя движок, там масло, бензин, он будет вонять. В коридоре в каком-нибудь, в подъезде. Ну, если только так. А так, если у тебя электрон, ты один фиг это будешь домой затащить, потому что тебе нужно будет его заряжать. А куда его еще-то девать-то? Не у подъезда ж оставлять. Ну, подъезд выебут и их сожрут нахуй. Еще украдут. Конечно. О, почти доехал. Стоянок у нас у домов не предусмотрено. Специализированных. Ну, типа, зачем? Он и в лифт маленький помещается вообще без проблем. А эти электроскутеры, эти петушиные? Ну, они больше, да. На грузовом лифте катать. Ну, грузовой лифт, да, вообще без проблем. А если у вас дом, например, старого образца, где лифт маленький? Либо где его вообще нет, какая-нибудь хрущевка пятиэтажная. О, блин. Нахер, Ну, легкий самокат можно и на лестницу затащить. Это, например, на маленьких колесах. Ну, такой из бюджетных вариантов. Самолет разбился. Да, те же по заданию было к самолету лестницу подвести. Я довез пожарных или нахватал урония? Нахватал на 106 очков. Они там умерли. Возможно. Ну, как раз еще 10 минуточек можно туда-сюда. Не покататься, в смысле, а просто туда-сюда посидеть. Дальше туда-сюда. Не хочу. Ну, будет какой-нибудь прекрасный вид. Почти прекрасный. Знаете, на просторы Бразилии или что, или Мексики, или что там. Вот, а еще я чинил эти THQ. гидроскутеры. Не гидроскутеры, вот. Это эти, как они, вот эти вот максимально петушиные на двух колесах. Да, петушскутеры. Вот.
Мне хватило 5 минут, чтобы научиться на нем ездить. Это должен быть этот нормальный, типа, на весе, как вестибулярный аппарат, короче, должен быть хорошим, чтобы на нем кататься смог. Не, его вообще похуй. Я бы не Он смог. как бы вообще сам вообще без проблем равновешивает. Вот я говорю, я никогда не катался на этой хуйне. Я, например, починил один, да, мне надо проверить. Я что, встал? И поехал. Минуты 3, 4, 5, не знаю, что там попривык. И дальше уже я вообще без проблем на нем ездил. Встал и поехал. Бы нет, да? А еще же есть моноколесо. Это что? Это такая хуйня с двумя хуйнями для ног. И оно колесо посередине. Такой хуйни я еще не занимался, я не знаю, что это вообще. Это как в этом, в одной из серий Соус Парка. А нет, там маленькая, не такой большой, как в Саус Парке. Чтобы его завести, нужно сесть там на всякое, на бутылку. Фактически. Бля, еще знаешь, может, видел в американских фильмах, там большие такие эти скутеры ебаные на двух колесах с палкой посередине, что с рычагом, что ты руками держался и наклонял туда-сюда. Я что-то не видел. Ну, в американских фильмах было, вот у нас в мастерской один такой стоит. Его никто не забирает. Да, там вообще пиздец, попадало. Починили, а не забирают, да? А Макумов на 70 тысяч нахуй уходит. Продайте его нахуй. Он нужен без аккумов. Там колеса ебать большие нахуй. С размером с машины такой легковой колеса. А этот, у вас же там какой-то... А погоди-ка, я его давно не видел. Возможно, он ушел куда-то. Или его просто спрятали. Погулять. А, что там? У вас же есть, наверное, какой-нибудь регламент, типа, если клиент там не забирает какое-то количество времени, то пошел он нахуй, ну или что-нибудь такое. Мы говорим, если ты 60 дней там не забираешь после сообщения, то мы его нахуй утилизируем за счет ремонта. Или Ну, как продаем. бы по закону у нас нет такого права. Ну, как бы пошел ты нафиг, давай мы тебе деньги засчитаем за хранение. Ты как бы год, полгода не забираешь технику. Ну, И я же на ней работал, да. Мы вкладывали в это свои деньги, в ремонт. И ты еще не забираешь. ну, так надо продавать тогда, если не забирают. Ну, что-то мы, да, продаем. Просто у нас столько работы, то что нет времени за всем этим следить. Че, теперь люди понесли всякое? Чинить? Ну, у меня, например, постоянно что-то было. Закидали Вот, работой. тот же, например, январь и февраль хуёвым были, да. Но у нас в течение года такое бывает, там разные месяцы, например, вообще народ не идет. А потом как повалит, то только и отгребайся. Не, ну правильно. Че, январь, февраль, после новогодние вот эти месяцы самые такие. Да нет, там. А в прошлом году, например, нормально было после Нового года. А в этом году прям фигово. Я же говорил, то, что у меня за февраль 6 тысяч было. Ужас. Я за первую неделю марта больше заработал, чем за весь февраль.
А еще у меня спрашивают, сколько ты зарабатываешь? Я не ебу, сколько я зарабатываю, блядь. По-разному. Вон там друзья есть, иногда По-всякому. встречаешь там в городе или на общих там собраниях каких-нибудь. Сколько зарабатываю? Я, блядь, не ебу, сколько я зарабатываю. Я могу вообще в минус уйти. Если покупать по 20 тысяч телевизоры, бля, каждую неделю. Эти или матрицы, или что ты там ломал. Ну, матрицу ты отдельно не купишь. Есть на форумах профессиональные такие объявления, типа, продам матрицу, но это в основном наебка. Ты просто заплатишь денег, тебе в итоге нахуй пошлют. Или вообще, например, не свяжешься с ними никак. Ну да, например. Так что, если ты наебенил матрицу, а стоимость работы, ну, сейчас цены поднялись, да, из-за запчастей. Ну, это, например, 32 дюйма, например, ну, около 4000 ремонт. А телек стоит 20. Если ты наебенил, готов 20 тысяч покупать телевизор. И тебе повезет, если он в нашем городе есть. Это просто отлично будет. А если нет, то нет. Это, блядь, придется заказывать один телевизор, который я наебенил матрицу. Искали месяца 3-4. В итоге нашли в Питере, который согласился отправить. В итоге отправили с деком или Боксбери. Но это была Авито доставка, скорее всего, это Боксбери был. Так оно... В итоге с дека-то пришли, да, я такое. смотрю, там просто корпус нахуй отломан от удара. Ладно, блядь, матрица целая была. Сдал телевизор, а туда донат. Три двора закинул, раз, два, три, семь. Блядь, я понял. Спасибо. Спасибо за молчание. И за поддержку, в том числе. Это не молчание, это у тебя есть намек на Севентинс. Думаешь? Да, не знаю, я уверен. Может быть. Да не-не-не. Если выживу эту неделю, то Да, ты все не выжить хочешь. лишь бы не работать, блядь, лишь бы сдохнуть просто. Да. Ой, ужас. Не, надо записями заняться. Транквилизаторов еще надо купить, вот. Вспомнил. То есть сегодня ходил, что-то забыл в аптеку зайти. Что-нибудь поспрашивать там у них всякое. Что без рецепта можно добыть. Так, давай, продолжай, заканчивай мысль с этими матрицами, и можно будет завершаться уже. Ты мне сказал, я мысль потерял сейчас. Ну чё, матрица? Вообще можно как другие мастерские поступать. Наебенишь матрицу, отдаешь. Ой, типа мы наебенили, так больше ничего не сделаешь. Или мы... Это так и было сказать, но мы так не поступаем, мы тратим свои деньги, все-таки у нас материальная ответственность есть. Мы тратим свои деньги, например, покупаем телевизор, меняем матрицу и отдаем клиенту. Ну, как бы не вина клиента, то, что мы ее наебенили, где-то не уследили, например. Так я про SDEC что-то спрашивал, они же там дорогая у них какая-то супер доставка у этого SDEC. Вот мы сейчас... Ну, в основном я монитолами занимаюсь, даудинами. Вот сейчас мы сегодня, уже вчера, заказывали тачскрин на монитол. Там, например, доставка с деком была дешевле, чем на почте России. Ну там от веса, от объема, наверное. Ну, есть такое, да, там... Что, у СДЭКа так и называется, доставка мелкая посылочка. Или большая посылочка, так и называется. Получается, вот у тебя коробка нахуй, там так и написано. Посылочка. Посылочка.
Ну, вообще, по опыту, Почта России работает намного лучше, чем СДЭК. Ну, не знаю. Ну, сейчас, может быть, она и лучше работает. По последние 2 года намного лучше, чем СДЭК. Это потому, что я там не работаю уже давно. Вот. Вот ты ушел, наладилась Почта России. Наладилось производство. Потому что СДЭК у нас был то, что туда-сюда груз загонял мимо нашего города. А у Почты России иногда такое бывает, то что ты чего, блядь, не ожидаешь. Ты как бы ожидаешь с этого города, он пойдет в другой перегрузочный центр. А ты хуяк смотришь, он уже в твоем городе, напрямую. И вот такое тоже бывает иногда. Не всегда, конечно. Через 2 дома уже стоит. Ждет тебя у подъезда. Налить всякого. Блин, еще что-то пожрать же надо. Какой? 3-й, 4-й. 5-й день не жрет. Да, блин, обещаю. Не, я сегодня, короче, 2 венские вафли все закинул и вот, и потом начал пивом питаться. Что это вафля? Венские вафли. Ну, Венская. они, типа, такие квадратные, мягкие, с какой-то белой хуйней внутри. Эти самые эти американские вафли, что ли? Ну, типа, они венские. Почему-то. Я не знаю, там во фильм показывают же, как в Америке эти ебаные вафли готовят. Нет, не В этих такие. закусочных вся хуйня. Не такие, эти прям мягкие максимально. Ну, они мягкие. Просто там тесто. Ну да. Просто для нас-то вафля, она, сука, совсем по-другому выглядит. Гвоздь забивать можно. Ну, нет. А ты откусываешься там нормально? Вот я уже давно вафли не ел. У меня лежит. Упаковка чё? Обычные там сливочные вафли, ореховые. С ароматом сгущенки. Именно что с ароматом. Такие не видел. Пряники такие. Бля, я все хочу эти купить. У нас тут в Чебоксарах выпускает акконт. Эти. Не акконт, а Вавилон. Эти яйца. Ну, коричневого хуйневого яйца, там внутри сгущенка. И это, блин, я раньше, помнишь, эти были, я их так это любил, обожал. Эти типа как орешки, вот эти вот, они в песочном печенье, а там вареные с гухой внутри. Ну, скорее всего, это одно и то же. Ну, Мы говорим. Коричневые такие, шоколадные. Не, Шоколадного цвета. не так, не шоколадного цвета, просто. Ну, тогда фиг знает. Ну, что-то похоже. Там такое. типа песочное печенье, что ли, какое-то, и внутри этот вареный с гухой. Что такое песочное печенье? Ну такое, оно, блин. Ну или просто печенье, не знаю. Короче, сгуха внутри печенья, скажем. Варёное. Ну что другое, да. Блин, давно вообще их не видел, но я так это в детстве любил. Обожал. Надо найти. Что-то сейчас я вообще сладкое прям что-то очень люблю. Найти. А когда ты не любил? 11 лет назад. Я не любил сладкое. Особо. 11 лет это. 10-й год. 11. Сегодня 2002 год. Ой, 2022 год. 11, не 10. Почему? Ну, 11. 11, говорю. 11 лет накинь, получается 22. Да. Хуй знает. Я и говорю. Это 10-11 лет назад я не любил сладкое, а сейчас я его прямо тоннами могу жрать. Не знаю, я не очень люблю сладкое.
Прям на зубах так противно. А зачем, Когда очень сладко ешь. зачем покупаешь тогда и ешь всякое? Ну, эти какашки, что я говорил, они прикольные, да. Мне у Аконда вот это фараделла прям понравилось еще. Ну, бля, фраделла вообще вкусная, да. Чё, У них больше много нет? конфет таких вкусных. Вот я это трио тот же покупаю иногда, чтоб с утра там с чаем поесть. Вот. Посмотрим, что у них есть. Ну, у нас я видел только в одном магазине в КБ, вот я фараделлу там брал, жалко сейчас, по-моему, не привозят больше, и вот эти вот суфлехи вот эти. Вот. В шоколаде. Суфаэль, что ли? Ну, в шоколаде суфле там вот. Ну, вот я сейчас смотрю, суфаэль есть такой. Там они... Ну, шоколадный такой, с пупырчатый такой. Не, они просто... Ну, там просто обычные эти прямоугольные эти брикеты, просто в шоколаде суфлеха обычные. Ага. Ну, я сейчас смотрю это. Фраделла, вот, да, это вкусная херня. Фараделла вкусненькая. Еще есть у них рулада. Бля, это либо новый, или они переименовали. Хуй знает. Но похож на то, что я ел когда-то. Ну, у нас этих аккаунтов, у них отдельные магазины стоят. Блин, у меня в соседнем доме есть магазин. Вот я периодически туда заглядываю, что-нибудь для под чай купить. Надо, чтоб ты выслал туда. Ну, для этого надо это. Что-то сделать. Ну, надо закинуть, да, чтобы там ты это купил и почтой отправил. Ну, что почту отправить, надо коробку купить для начала. Еще у них. Ну, на почту, если коробку отправишь, надо у них коробку взять. А, Ну, вообще, можно свою коробку отправить, конечно. Но лучше у них взять, чтобы был определенный вес, и ты туда набил уже, сколько влезет. И сразу упаковать его. вот можно и так. Что здесь у нас, я не знаю, говорю, вот в КБ видел, но сейчас что-то, по-моему, ну, и брал вот это индусский, а больше не знаю, по-моему, в Перекрестке еще бывают. Ну, насчет перекрестка я не могу сказать. У нас все-таки они здесь берут некоторые вещи. И не могу гарантировать то, что оно и у вас продается. Ну да. Я знаю, там на самолетах их тоже давали аккондовские конфеты эти. Этим надо, да, проще будет почтой выслать. Ну, в принципе, да, у меня вон в соседнем доме магазин. Туда зайти, понабрать всякого. Ну, на сайте же есть ассортимент. А я сейчас зашел, посмотрел, там хуйня какая-то. Ну, магазины это все есть, понятно. А так у нас есть, например, кто-то там где-то работает, да, и живет, сюда приезжает, они конфеты набирают и пиво. Самое... Блять, это вот то, что как раз мне прям надо. Пиво и конфеты. Вот, блин, со Ну, сладким. это вообще из любого места, где есть местное производство, да. Ну, а у нас место производства какое-то пивзаводы и сладкое что-нибудь. Ну, или что-то там, о чем я не в курсе. Вот. В принципе, где те же пивзаводы есть, они местными ценятся. Завод Страпонов. Вот, например, поехав в тот же Тольятти, недалеко от нас, да, там свои пивзаводы ценятся. Ну в Тольятти это, скорее всего, самарские. Самаргородок. Как там был-то? Что-то там вроде было дальше. Куда? Туда-сюда.
Та-та-та. Вон в Советском Союзе отсюда забирали, например, компы. Эти, как его? Ну, эти аналоги спектрума. Дельта С. С кассетами, что ли? Да. Вот они у нас производились. Ну, одно из мест, где производились Дельта С, это у нас. Прям. И у меня даже препод был, который схему для него делал. Блин. Я, по-моему, как валялся, блин, в шкафу, этот спектрум. В каких-то лохматых 90 каком-то году. Но сейчас эти Дельта С, там полный набор, блок питания, плюс коробка с документами. Это где-то от 7 до, ну, больше 10 тысяч продают. А сейчас-то он зачем нужен? Ну, что, вспомнить молодость. Вспомнить детство, юность. У Ну, меня вот уже проблема в проявится том, всё, что да. вам еще помимо этого телевизор нужен будет. Аналоговый. Так есть же входы вот эти тюльпанные. Сейчас уже не делают? У меня, Есть. у меня Samsung стоит, у него там есть сзади эти. И под этот еще, по-моему. А у него какой порт, я что-то сейчас уже не вспомню. Какой у него порт выхода, на каком сигнале он Может, работает? антенные вообще. Не антенный. Ну, тюльпан, наверное. Чё, я им пользовался последний раз, это лет 10 назад. Не, 8. Я уже не вспомню, какой там видеосигнал был. Помимо этого, тебе еще нужно ж программировать уметь хотя бы немножко. Никаких интерфейсов не было еще тогда. Ну да. Не, чтоб вспомнить детство, юность, это он у меня лежит и Дэнди лежит, и Сег лежит, и PlayStation лежит, блядь. Первое. Вот берешь это спектрум нахуй, ставишь магнитолу кассетную. Ну да. Ну, кстати, я не знаю. И юность какой-нибудь. И давай читать игры. М. Или на перфокартах. Правда, с перфокартами я вообще не знаком. Все, что знаю, то, что они были. И дискет, Максим, тоже были когда-то. Ну, с дискетами я знаком. Я еще застал дискеты. Хотя, когда у меня комп появился, уже были DVD-ромы. Не CD, а DVD уже. Но дискетами все равно пришлось попользоваться. Блин, я не помню, какой-то год был, наверное, 97-й? Может быть, 96-й? Даже у меня был этот. У подруги, у меня-то, по-моему, что-то в 99-м или в 2000-м комп появился. А вот у подруги был, и, ну как подруги, это, ну подруга, ну я не знаю, когда там в школе-то ужились все в этих первых классах, блядь, каких-нибудь. И вот, и у нее этот, как его, были на дискетах, я помню, какие-то гонки на картингах, там, Червяк Джим, все это дело из-под доса запускалось. Червяк Джим там какой-то, еще что-то было. Режим на стыке играл. Ну, я все-таки еще в деревне вырос. Ну, понятно. Я еще в тех лохматых годах 2003 по какой-то, не помню, какой год. Еще там
На Сейге, на Дэнди гоняли. Вам цивилизация пришла гораздо позже. Ну, в тех годах, да, там все-таки какая-то задержка была в этом плане. Например, мы находились в соседней деревне, в магазин, где можно было за деньги поиграть в Сегу. Мгм. Еще в компьютерный клуб тоже ходили пару раз. А потом потихоньку начали компы появляться. Правда, вообще не помню, какой год был. Но интернет тоже появился в 2008-2009. Тоже, да, Это был уже ADSL, который я в прошлом году наконец-то вырубил нахуй. Это Ростелеком проклятый. А до этого что, не мог? Ну, тогда там пользовался, я, считай, уехал, там родители пользовались. Ну, а хули, сейчас-то у всех безлимит. Я такой, нафиг надо, вырубил. В целом, да. Стрим Трукер 2. Что по авторам нам что-нибудь скажут? Наверное, нет. Там есть только за оскорбление нацистов. Создано А, ты сюда что ли зашел? Да. Ага. Сёбор. Он отзывался. Сёбор. Павел Сёбор написано. Вот это как конечные титры стрима. Пускай будут. Валис вон, видишь, что-то Division of THQ. Типа подразделение THQ, это Валисофт. Валусофт. Вали. Вали. Все. Рассел? Рассел. Курт Рассел. Расселся. Все, титры кончились. Слишком мало народу работали над этой игрой в 2011. Хотя, мне кажется, они просто взяли предыдущую часть, какого там, 2006 года или какого она. И вот. 9-го. Просто накидали туда там пару грузовиков, сказали, вот вам Extreme Truckers 2. Ну, по сути, да, и по четкам карты добавили. А больше ничего нового. Да, это просто DLC ради полноценной игры. А, ты посмотрел это видео про отца Сона? Да, посмотрел вчера. Как тебе DLC к 4-й части? Ну, такое. Да вообще пиздец. Я вообще не знал то, что она сама DLC как бы должна быть. Вот там как чувак так говорил, типа пришел на понимающий человек и выпустил нормальную часть игры, которая все еще была играбельна. Хотя это могло быть DLC, например, и большое количество человек об этом бы вообще не знало. А потом пошло по накатанной. Я вообще еще... я еще, знаешь, что посмотрел там? По вторую часть лицо со Снудитора. Что там за DLC? И, блин, я что-то вообще не помню про Коперника. Ну, даже не проходил. А там до этого они выпускали, например, на Соснолях релиз, да, игры. А то, что уже на ПК выходило, это все с DLC было. Ну, как бы Ubisoft тогда еще умел нормально что-то делать. Не то, что сейчас, что выходит к Вальгалле. Это, блядь, Ассасин? Ну, как бы оригинальной игре были вопросы. Это что, блядь, такое вообще? А DLC, они намного хуёвей, чем сюжет. Что там творится? Это Ассасин, что ли? Там жопка.
Зачем такую серию позорить, ёбаный рот? Ну, в египетском еще худо-бедно есть сюжет и история глобально. Египетский это начало конца, так сказать. Он хотя бы выполнен был неплохо, например, там эффекты всякие были прикольные. Но там уже как бы к РПГ был уклон. Но его там особо тоже не поругаешь. Да, она не такая хорошая, как предыдущие части. Про то же Эцу. Как бы, хотя многие эти Кенуэй ругают, да, четвертую часть, но мне лично вообще не за что четвертую часть ругать. Ну, как бы в истории ассасинов может быть какой-нибудь долбоеб, который не хотел ассасином изначально быть и случайно в эту хуйню влился. Но вполне себе такое возможно. Тем более, действие происходит на Корейском архипелаге. Блять, что-то я неправильно сказал, походу, это слово, но пофиг. Архипелаг, во. А то я сказал архипелаг, гулаг какой-то. ГУЛАГ. Действие происходит в ГУЛАГе. Жуть. Сколько стрим идет? Чекни там где-нибудь на Твиче, например. А вот у меня ВКонтакте есть. Минус 34. Минус 34 попугая? Посмотри игру на Twitch. Залезь, по-моему, пишет. Яндекс 3.35. О, нормальненько. А у меня Twitch даже не открыт. В принципе, там срезать. Хотя, наверное, там минут 10 начало. А там я все запускал, пока Максим там шатался где-то, Колян. Я на кухне был. Уголь грел. Ну, типа, да. Так его же можно не греть, можно это какой-нибудь этой горелкой. Ты знаешь, что уголь, блядь, подорожал нахуй? Нет, я как Коляна не колянил Ну, долго. знай теперь. Блин, я даже не помню, как последний раз Коляна колянил. Году в 13-м, наверное, по-моему. Или в 12-м. По-моему, в 12-м. А я сегодня? А? А я сегодня? Да мне... И сегодня еще. Я До этого перед сном. Не, меня он что-то не очень прикалывает. Меня другое прикалывает. Я бы вообще себе бонг заимел бы под это дело. Да? Зачем? Зачем? Нормальненько. Нахуй надо. Я же говорю, сегодня больше пиздить будем, чем играть. Хочу в это. Вообще для пиздоний нужно рыбалку поиграть как-нибудь, но там, не знаю, еще кого-нибудь надо такой стрим по-пиздельски замутить. Ну надо Вову еще за жопу позвать, схватить. Да, блядь, его бесполезно хватать. Он за жопу схватишь, он убежит. Ну да, можно, в принципе. Это мы там друг друга хватаем, идем стримить. Та-та-та-та-та. Подписывайся на наш канал на этом самом. Ну где этот? Где эти бабы транслируют со свои тела? Этом, как он? OnlyFans? Я хуй знаю, OnlyFans для наших заблокировали. Или этот вебкам? Нацисты ебаные. Или вебкам какой-нибудь? Ну, вебкам это основное название, то что они вебкам проститутки. Бля, там Бонгакам был когда-то. Когда я вообще на такие сайты заходил.
Да. Ну и на каких-то сайтах свои аналоги такие были. Порно-гунис. Сейчас я не знаю, что там творится у них. Надо создать аккаунт на Порнхабе и грузить туда всякое. Только мне надо приехать к тебе, и мы будем за жопу хватать, а не записывать и выложить туда. Ой, жуть. Нет, ну туда же можно, по идее, Seven Sins выложить. Но описание, типа, на ютубе забанились, загрузим сюда, да. Ну да. Этот, он же вроде не блочили его, даже Роском хуй дегенераты эти их уже вроде не заблочили. Аж начал, блядь. Сейчас заканчивай. Да, надо сегодня накидаться, чтобы уснуть. Не помереть завтра, желательно. В ближайшие какие-то промежутки времени. Вот. Так, ладно, господа. Что у нас по времени-то уже? 10 минут второго, ночь по Москве, уже четверг начался. Сейчас ближайшие 3 дня, 4 дня будут выходить записи на ютубе, потому что они доступны пока по ссылкам, надо подредактировать. Всё. Вот. Да, там еще нарезка у тебя. Да, там еще нарезка. И в воскресенье еще Dragon Age Origins должен быть и, скорее всего, будет. Опять же, если я в полном здравии останусь за эти дни. Всем спасибо, кто прибегал, убегал, ставил лайки, оставлял комментарии, кто поддерживал финансово, в том числе. Спасибо и за такую в таком формате также. Спасибо любимой женщине, что заглянул. Вот. Спасибо ребятам, кто досмотрел до этого момента стрим уже в записи. Поклон отдельный тоже вам. Это помогает каналу. Вот. Увидимся в следующих стримах или видео на этой неделе. Болейте счастливы. Пока-пока. Всем пока. Здоровья, удачи. Так точно.